Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sido Nokci. Kita Bobo Surfmail. Masih bisa jual yang double noche. Новолакский район. И у нас первый донат от брата Апти дал духу ахвал, дал сайыл, а я этинел доната. Болдысна газашка сода қил. Гости вроде бы сказали, что будут гости, но у меня по вчерашнему эфиру были разговоры и общение было с многими из моих подписчиков, были замечания, были, как говорится, просили и по формату немножко изменить, дабы не было слышно. Что касается звук после записи, что не оказалось звука, я прошу прощения, потому что вот, что касается звука, прошу прощения, у нас, как говорится, немножко уже технически не удерживает нагрузку 3-4 часа, не знаю, наверное, из-за этого. Хотя, в принципе, я и заряжал, вроде бы он должен был показать, но чего нет, того нет, и кто сможет, алейкум ассалам, кто не смог посмотреть в эфире или через IGTV, не было звука, посмотрите через YouTube, там, наверное, сохранился YouTube канал, а на YouTube канале со звуком, вот. Решение по уховскому вопросу мы увидим только одно решение, возвращение полностью. Все дома, которые были заселены не собственниками, должны быть возвращены. И люди, которые по сути своей законом было принято решение о реабилитации репрессированных народов, закон нужно выполнять, нужно освобождать, и тогда, конечно, вопросы будут решаться. Мечети, дома, с учетом того, что власти, федеральный центр и некоторые региональные структуры уже, федеральные структуры уже все сделали, для переселения все готово, и сейчас уже то, что играются и ведутся какие-то двойные стандарты, это уже только выбивание, так сказать, для себя каких-то лучших, выгодных, так сказать, вариантов, ни больше, ни меньше. Вот. А что касается, что в последнее время очень сильно активно пошла атака с востока, вне всякого сомнения, причем стали действовать, мы это предвидели и говорили об этом, начали активно говорить об акинцах, именно не о уховцах, а об акинцах, прошу заметить, мне скидывают очень часто ссылки, просят распространить, где якобы они акинцы воевали с чеченцами, и из-за того, что чеченцами и грузинами не воевали, их не оставляли на месте, они якобы переселились там и так далее и тому подобное. И вот такие вот вещи являются провоцирующим фактором, очень сильно начали работать по восточному сектору. Хотя я предупреждал, я говорил об этом и ауховцам, и братьям, которые проживают в Аухе, что от этого, что это в ближайшее время, что это должно быть
Почему? Потому что без этого никак должно было быть обострение. Это все время будут играть на чувствах людей по Уховскому вопросу. И поэтому я надеюсь, что те люди, которые более или менее разумные, очнутся, проснутся и начнут отвечать. Дело в том, что даже те, которые ответили, якобы в кавычках, с Ауховского района, они написали такую ересь, что черт сам словит. И адекватного ответа мы не проследили. Но сюиксай ао, как говорится, яззи на далуштег, на сайк далуштег. Я буду поддерживать последние статьи, как раз касаемо их. Начали еще также появляются очень фейковые истории, начали писать, якобы после того, как имам Шамиль сдался в плен и окончание было государство Северокавказский Эмират был уничтожен, получилось так, что якобы начали кумыкские земли заселять чеченцами, вводить под российскую власть кумыкских шамхалов и так далее и тому подобное. Ну, куда вводить, каких кумыкских шамхалов? Они и так были все время, фактически всегда были, эта территория на картах отмечена как российская. И среди них очень много было достаточно, как и среди других народов, служивых, офицеров царской России, и приводить их под царское правление сути не было. Но все-таки эти фейки забрасываются, что якобы сначала там ауховцев проживало 5 тысяч, потом их было 15 тысяч, или 8 тысяч, и по нарастающей якобы Хасавюртовские, Бабаюртовские эти районы были заселены. Вот такие вот забросы идутся. Шамиль Зевс, я тебя могу сейчас отправить туда, где ты можешь почитать, послушать, сдался он, не сдался он. Давай ты мне не будешь рассказывать. Я тебе констатирую факты, которые написаны, а ты мне здесь рассказываешь то, что ты там что-то знаешь. Машу, не переживай ты так сильно. Нет, мне с Европы никто ничего не прислал. Эту кепку мне подарил мой брат. Снова и снова ты, видать, кайфуешь, у тебя от этого есть какой-то кайф задавать один и тот же вопрос. Когда мне что-нибудь подарят, я обязательно скажу, что мне подарили. Я смотрю, вас очень сильно интересует то, что мне там дарят или не дарят, или как у меня в позитивную сторону проходит моя жизнь. Ну да ладно. Это дело каждого. Я не буду, как говорится, развивать дальше эту тему. И именно вот в эти два сектора идут и по национальным героям, таким как и будь то Черхаджи или все остальные, тоже вот так, как говорится, потихоньку начинают перелопать. Что касается восточной, западной стороны провокации и объединения, мы видим очень часто статьи, ну ладно, сюйлиш сайны шагергалу, когда лилуг, шелилу шочу лилру. Что касается по мере возможностей, это мобильно, я понемножку, когда у меня будет возможность, буду делать материалы и работать с ними. Поэтому Давала, ты мне сейчас рассказываешь Гаджи Мурады, Данова. Да при чем тут Гаджи Мурад, Данова? При чем тут они? Ты про историков каких мне сейчас рассказываешь? Я тебе говорю, что есть констатация фактов, которые фиксируются и которые публикуются в интернете. Слушать научись. Герой, блин. Тебе говорят про Ивана, а ты про болвана вообще говоришь. Данова там или Гаджи Мурада. Кого ты мне еще приведешь? Даной там был? Гаджи Мурад был? Ты иди это рассказывай российским СМИ. Не мне это надо рассказывать. Как будто ты больше за Шамиля переживаешь, чем я. Или как будто он с тобой больше, или с вами больше воевал, чем с нами.
Вы определитесь, то у вас Нуцалы хорошие, то у вас Ханы хорошие, то у вас Шамиль хороший. Мы знаем, кто такой Шамиль, что произошло, мы прекрасно знаем. Вот, по восточному, западному сектору, по вчерашним вопросам, конечно же, я некоторые моменты до конца не ответил. Очень много вопросов, которые не ответили, которые, как говорится, не доработали. Не потому, что я не хотел, или не потому, что, но из-за криков, суеты между собой произошло то, что произошло. Поэтому мы должны понимать, что все это имеет обоснование, уважение. Многие хотят, чтобы не было никакого уважения, жестко отвечали. Другие хотят, наоборот, чтобы все было нормально. Мне многие прислали фотографию одного незаконно рожденного ублюдка. Извините за такое выражение. Он другого не заслуживает. Вот, и забросил безименную, там, взял безименную аватарку, закинул, брат Асламбек задонатил, Асламбек да саду, да духуахуа. И мы по мере возможности, конечно же, такими людьми обращать внимание на этого упыря я абсолютно не собираюсь. Мне эти люди вообще неинтересны. То, что никогда в жизни в лицо не скажут, и то, что они, взяв фотографию у меня или что-то пририсуют, или что-либо сделают, они абсолютно мне наплевательские в мое отношение. Шабош валаха яхтуал хававис. Шамиль, у тебя уровень, походу, деградации зашкаливает. Мне тебе жаль, я тебе еще раз объясняю. Я тебе говорю, что в этой статье было написано так. Ты понимаешь, ты вообще хоть слышишь, что я тебе говорю? Мне не надо приводить кого-либо, данного или другого. Ты можешь повести его туда, к себе, знаешь куда, на телеканал Спас, вот оправдывайся. Сдался он, не сдался он, разницы никакой нету для меня. Как пишут, я тебе говорю. Ну, я смотрю, умственное развитие у тебя конкретно деградирует, раз ты не понимаешь, о чем тебе говорят. Салам алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллахи. Ассалам. Ва алейкум ассалам. Танди пошло. Сам дать. Надо, что потихоньку. У нас... Ауха, Юсуф. А? Юсуф Джадрас. Ну, ауха, тем, Юсуф, он так, Юсуф Джадрас. Нет, там дело не в аухе, вопрос был задан по вопросу ауха. И как раз после окончания вопроса, что ты думаешь по ауху, я сказал, нужно возвращать дома, нужно возвращать территории, не нужно переживать, говорить нужно как бы нормально. Я как раз таки, мне абсолютно повторяться снова и снова желания нету. Люди живут 70 лет в чужих домах, в чужой территории, задают вопрос, что ты думаешь. Я говорю, я считаю, что вот это. Понимаешь? Вот и все. Это нужно понимать. Это однозначно. Вот я считаю, что если вот этот вопрос не будет, это ближайшие 50-100 лет территориальные вопросы, касаемые и пригородного района, и Ауховского района, и теперь уже якобы Сунжинского района. Потому что провокаторы, которые занимаются и говорят как раз-таки по этим вопросам, они занимаются только тем, что подстрекают и делают еще одну якобы точку, которую можно было обсуждать все время, и вопрос этот никогда не будет решен. То есть будет искусственно поддуваться вот эти вот вопросы для того, чтобы конкретно не решить вопрос, касается он там или пригородного, или Ауховского района. Проще новый создать очаг, где будут идти спорные разговоры. Хотя какие спорные разговоры? Тут все проще простого.
Конечно же. Но видишь ли, я почему-то уверен, я видел записки и письма некоторых работников, которые во время присоединения Ауховского района, то есть во времена царской Дагестану присоединяли в 1921 году, что недовольные тоже были в то время, почему присоединили именно к Дагестану. Есть такие как бы моменты. И писали письма недовольны. Ну, мы документы, да, опубликуем, там есть документы и 30-х годов, и 40-х годов, алейкум салам, где будет видно, боролись ли представители, даже несмотря на то, что это советская власть, самая там, строгая и так далее и тому подобное. Несмотря на все это, несмотря на всю эту номенклатуру, люди занимались тем, что пытались как-то прийти к справедливому решению данного вопроса. Конечно же, касаемо вопроса, немножко сложновато говорить о ситуации, допустим, в 40-х годах был создан Ауховский район, в 1944 году он был упразднен, после этого его вообще не восстанавливали. Сейчас появилось некие вбросы, очень сильные вбросы начались, которые говорят о том, что якобы дали земли и деньги всем ауховцам, чтобы они отказались от этих земель. Ну, мы посмотрим, как бы разговоры идут. Если взял, допустим, Ахмад деньги за разрушенный дом, за участок земли, на это Ахмад должен поставить подпись и разрешение, или Ахмад, или старший в семье Ахмада, что я вот не имею претензий, получил деньги за там дом в пригородном районе. То же самое должно быть и в ауховском вопросе. Никакой разницы нету, они идентичны друг от друга. Если они говорят, получили, отказались, получили, если такие разговоры есть, конечно же, надо это показывать и этот вопрос решать. Я категорически, конечно, не согласен с некоторыми вопросами. Я не буду называть эти общественные организации. Ахмад, думаю, прекрасно понимает это по вопросу касаемо о том, что отдались, согласились, поменялись по пригородному району и Наурского, Шелковского района. Хотя, вроде бы взрослые, образованные люди. И я думаю, в этой газете «Сердало», она, кажется, называлась, да, Ахмад? В 92-м году или 91-м Бимбулат Богатырев, когда написал. А? Сердало, дари? Да, Галгай Дош. Галгай Дош, дари. Да? Разве не Сердало? Нет, я думал, что-то или Сердало, или Нисхо, я думал, что-то из этого было. Но не факт. Да, у них этот, как бы, официально этот, газета была оргкомитета. Ага. Ну вот, короче, на этой газете я эту статью публиковал, еще живой был Бимбулат Богатырев, где он сравнивал и говорил про тему о взаимении земель пригородного района и двух. Да, первую эту утку запустили как бы осетина, они типа вам вот взамен дали, поэтому пригородному району не будем возвращать канал. Да, я правда, однако, не могу понять никак, причем тут земли Ставропольского края, если бы взамен дали бы земли осетинские, допустим, взамен пригородного района, это можно было бы... А так получается как? Осетины взяли территорию, которая принадлежала ингушам, а рассчитываться должны ставропольчане. Как-то несправедливо. Вроде бы разные два субъекта. Один должен забирать, а третий должен, как говорится, рассчитываться, который вообще не при делах. Ну да ладно, сейчас речь не об этом, с учетом того, что у нас напряженные отношения были и с терским казачеством. Мы должны понимать по Сунжскому району. Там, чтобы ты понимал, как бы, я вот недавно скачал газеты 1944 года, социалистическая Осетия. Это именно 23 февраля по 8 марта, там вот смотрел, нигде вот вообще слово чечеты вообще не упоминается. Как будто бы нас и не было уже вот до 23 февраля, 23 февраля. Ну, я честно сказать, сейчас в последнее время очень... Не, мне было просто интересно посмотреть, там вот выслали, там будет упоминаться как-то, вот что-то такое.
Вообще никакого нету. Единственное, там 13 марта, что ли, там, короче, когда они переименовали уже Даджикау, там какой-то этот выступает у них там, партии где-то, короче, выступает и говорит, великое событие для нас, это переименование Даджикау и расширение нашей финской территории, как бы вот так. Вот это упоминание там. Амад, я хотел тебе задать один вопрос по поводу, ладно, оставим, как говорится, если бы с нами был кто-нибудь представителем из Осетии, мы бы могли бы с ним поговорить, а так между собой... Просто интересный момент, что вообще там не упоминается ни слов, даже хоть есть вот предатели выслали, а какое, как говорится, я думаю, знаешь, здесь такая пословица, кто заказывает музыку, тот и танцует женщину, дарится. То же самое, думаю. Я думаю, да. просто была, указка была молчать и ни больше, ни меньше. Уверен, что в этом же плане ничего другого. Вот у меня вопрос в другом. Ты как раз разбирался, интересуешься. Мне как-то вот здесь в эфире один из представителей, твой, так скажем, соотечественник, не содац, твой собрат, он утверждал, что я как бы во время... Звонил мне здесь У тебя это прерывается? Да, что-то связь мне. Может, ты перезагрузишь? Перезагрузить ехать, если у тебя срывается. Вроде мягкий телефон, просто. Я тебе что хотел спросить? И здесь как раз недавно был у меня один в эфире представитель вашего народа, и он мне говорил, что был такой случай, ты этим занимался, это как раз время депортации, это даже не кавказского. Он рассказывал мне, что якобы у вас был некий человек, то ли абрек, который увидел танцующих осетин, когда депортировали ингушей, вот он от радости танцевал, и что у вас был абрек, который ушедший в горы, который отомстил и, увидев их, там расстрелял. Что-нибудь подобное ты слышал там вообще? Которые видели, это рассказывают именно непосредственно, которые в вагонах ехали, они вроде Кавказа выселяли там. Кавказе, вагон Таховский, Шампугаби, это люди сами, очевидцы, люди, которые Абахтар это видели. Как. А абрек был Хочубаров. Танцевали, да? Да. То тебе не кажется чересчур слишком уж одинаково, что тот же самый случай, фактически один в один, и происходит в Ауховском, точнее на границе, не скажу, но где-то Салаватия, где-то в Ауховском районе, в этом районе происходит одно и то же событие, где Хасуха натыкается на Лоузер. Это происходит, и когда он спросил, он был Нет, там не абрек натыкается, я не говорю абрек. Я говорю, люди это видели, вот так рассказывают. А абрек был, я говорю, Хочубаров, Ахмад. Ты вообще говоришь как абрек, да? Но я имел в виду месть за эти танцы, что месть у вас было или не было, что-нибудь такое ты слышал вообще? Что именно абрек мстил за то, что на вокзале осетины танцевали во время депортации? Нет, за это я не знаю, но то, что он там в башне, когда взрывать приходили этими НКВДшниками, не давал, момент, что там это описывают. Ну, это уже, как бы говорится, мне просто было интересно, слышал ли ты, поэтому... Там делегатов присылали к нему, есть такие моменты, что хоть когда это было ждал, типа разрешат вернуться, но ты как бы здесь, поэтому из-за тебя не пускают, ясно. На него уходили. Ну, только мы сам Мухамби, он не один был, там много сейчас оставалось вещей, которые в горах были, так, Эберги был один. Не, мне просто-напросто, я почему? Потому что в последнее время вот эти пересечения от этих вопросов я спрашиваю именно потому, что мне приходится вот сейчас работать, когда снова и снова скидывать не только с одной стороны, ну, с востока или запада рассматривать, а ты сейчас занимаешься тематикой вот по обрекам и вот по этой теме вроде бы ты интересовался, я поэтому спрашивал. И вот Ну, я по Зелимхану в основном сейчас, как бы, много материала, много чего. Есть даже, которые, как бы, что научно оборот валится, как бы, не озвучивались, как бы. Есть пару таких моментов. Я алгоритм нашлось. Получилось у меня найти вот эти старые газеты. Газетные газеты, да,
этими газетами не везет. Ну, они, по сути, они же вроде бы в архивных управлениях есть. Я тебе... Да, они могут быть в архиве, но я имею в виду никакие историки, будь то какой-то Мавр там Осетин писал, но будь то Мамакаев или Абузар Ну, Айдамиров Мамакаева там. вообще полностью расплющен. Ну, Мамыкаева я, нет, не читал, я имею в виду, так, статьи вот там пробежался полностью. Но я имею в виду вообще вот у Мамыкаева, там я один эпизод смотрел, как он описывает, мне именно было даты, вот это что-то сверить надо было. Но Абузар Айдамирова я прочитал, я понял, что он, ну, не сказать, что слово в слово там все эпизоды у него практически описываются, как у этого Гатуева, что ли, вот как у него, только он более красочный, что ли, более вот, эмоционально это все передает. Значит, моменты же. Ну, Гатуев тоже. Валлаху. Хучбаров 44 года был с чеченцами, конкретно с хальдерхоевцами и терлоевцами. Алхаст, Иба, Чока, Астах, Сайд и так далее. Ханхугу. Но я видел на фотографии, видел их вместе всех, эту группировку. Нет, Кочубаровым Ханвиев, там, который ты говоришь, в лесу они, да, там? Нет, другую фотографию я видел, где они говорили, там описывали, что кто входил в банду, там, Кочубаров, и они перечисляли вот как раз-таки вот в этом контексте. Тема об арстхойцах сейчас. Арстхойцах, что вы хотели бы говорить с арстхойцами? Так, ты я что бы, знаешь, списываешь? Абсолютно никакой Борщигов его не сдал. Шайнцов Мадыц. Хуала Чурамут. Борщигов сдать 5 лет. Я тоже смотрел конкретно факты, но эту тему я как бы не смог найти. Я видел документы, которые были скинуты, и конкретно там указывается и Кибиров, уже, кажется, звали, да? Да. И Кибиров, и двое Сюилей, которые я об этом рассказывал. Здесь есть абсолютно точная достоверная информация, как сын Зельмухана Харачоевского не мог найти и сдать вину именно Таши Ортига. Я тебе скажу, именно тех дней событий газета, она там описывает 2 старшин именно вот этого села, где ее убили как бы. Ну, короче, там юрту 2 старшин там упоминают, их имена называют там. А он их нашел, там знаешь, как он говорит, нашел? Фамилии были засекречены в документах. И он по хозяйственной книге есть в тот период, именно в тот период за проведенную спецоперацию эти 2 или 3 человека получили огромные земельные наделы. То есть они землю получили. Понимаешь? И вот по этим по спискам они вот так обнаруживали и узнали, кто это сделал. Тигаха, его сын, точнее. Ну, там говорится, что полностью военная. А это остальное было все наведено. Ну да ладно, сейчас не об этом. Тема, она очень интересная. Я для тебя новое там открыл. По-новому дальше. Ты хочешь хлеб у Джамлея отобрать? Ну, я, кстати, Джамалея книгу прочел. Да? Дали почитать. Да, подборка у него там хорошая, объемистая. Говоря. До меня она еще все так же едет, как и этого. Амад Бархо, ты в переписи населения участвуешь, тебя спрашивают? Нет, не горю желать. Прошло сел он хотел, иду. Пару минут искал, мне говорили. Да, конечно, начинаю. Я вот не то чтобы думаю. Кстати, мне прислали сообщение, чтобы тебе передали. Хучбаров Ахмад не является индушом, написали. Он из тейпа Гуло, то есть Мержо. ДНК-тест это подтвердили. Так что он относится к орстхойцам Аль-Алия, это сообщение.
Вот так что это не ко мне вопрос. Наверное, если он так говорит, но его сестра жила в Карцане непосредственно. И я, да, Хачибарова сестра жила в Карца, она до событий, что ли, обхаяли. Ее описывают, ее воспоминания там. Так что... Ладно, я зачитал, мне сказали, да. сообщение. Его ДНК, молодцы ребята. Обязательно, знаешь, вот его сообщение, вот, которое сейчас вот написал, его сообщение, вот просто вот одно то, что он через ДНК хочет доказать, что он был Мержо, уже мне ставит как-то сомнение, вот, потому что сегодня мне доказывать, что я Галга и мое ДНК доказывает я Галга, это уже ну, ДНК показывает родство только, ДНК не показывает нацию. Нет, нет, я и говорю, родство, вот там. Бархой, Галга, и мое ДНК показывает. Зачем говорить, если утвердительно он Мержо, что если он знает конкретно, нет, Хачибаров. Ладно. Я тебе вопрос задал, как бы то, что прислали, надо было зачитать, я и зачитал. Ты много говоришь про это, потеряйся. Сейчас освободился. Хочу я лег, что заблокироваться я. Освободил? Домой. Пошел, Вася. Так, ладно. Амад. Давай, хвала, чувара. Ну, вот, сел Ханчо, я тоже видел, комментариев много, лестно вот и отзываются. Как-то бывает приятно даже зайти и посмотреть на таких людей и как обрадоваться, знаешь, алхамдулиллах, то есть что отвечают. Я просто, что хочу сказать, эти люди, наверное, до конца сами не понимают, о чем вчера была речь, что говорили и что из этого вытекает. Хоть говорят, то, что вытекает из масхаба, не является самим масхабом, но тут Селхан Диса, что Мухаммаду, другого иного выхода нет. То, что он вчера говорил, доказывал, 1810 год, то есть смотри, Маслав, ты утверждаешь, что Маслав, ты там, вот эта история чеченская, история, вся вот эта история, которая написана, как вчера Мухаммад говорил, есть база истории, ты хочешь ее опровергнуть. То есть, по сути, это Мухаммад и всех, кто его поддерживал вчера, это они должны опровергнуть то, что мы не родственные, то, что мы не являлись как бы одним обществом, это они должны это опровергнуть, ввиду того, что он доказывал именно то, что ногчи на свои земли ингушей поселили, как бы грязь дань хаец. А Разве он так говорил? Разве он так говорил? Да. Что ногчи посадили на свои земли, Аллах, чтобы они платили дань? Да. Я что-то такого, Амад, не слышал. Нет, если в документе говорится, дань платили яхаш там. Там в документе в 5 пункте, а 5 пункт и чую. Там сказано, что мы обязуемся не платить дани, подати больше кабардинцам и чеченцам и магометанство принимать. Это 5 пункт. Согласен. И вот он это и говорит, что там вы поселились с разрешения нашего, и нам платили дань ахархулпустах, понимаешь? То есть, да, я это скажу, Башлан. Он, говоря вот это, значит, щикама нике дань эсмишхон автоматически с момента там хита даст, там вот этим ему я как бы хотел вот это донести, исходить из твоего, не получилось вчера продолжить. Значит, мы и не только 250 лет разошлись, то, что ты говоришь, там, или 300 лет, а 1000 лет, а может вообще не являемся. Как у него это вчера выскочило, по ДНК там даже, хотел что-то сказать, я даже удивился, когда он сказал, настолько это неожиданно для меня было. Я боюсь, что вроде это надо, ему надо, и всем, кто его поддерживает, по сути, надо уже сейчас не мне претензии там, или что-то говорить, а тебе, Башлан, Азамату Дешни, по поводу Академии наук, по поводу того, что вы говорите, что мы являлись одним народом до какого-то периода. Да. Эти люди должны выйти
в эфире, потом выйти в общественность, как бы, шей, юхагать, шей, дихан, бухагулы, делать предъяву Академии наук, всей вот этой истории, которые... Вот как я противостою масала какой-то истории, которая у нас написана официально, я всяческими методами как-то донести, что это не так, что здесь какой-то подвох. Я стараюсь исправить цей могучпес, цей ахтублауспес. Вот эта тема с докладом. Вот эта тема с докладом, я хочу давай сказать, освободи, подожди. То есть мы должны опровергнуть фактически Баха, он опровергает нас, считаешь, из-за чего? Из-за того, что он сказал, хотя я честно тебе говорю, я вроде бы слышал, хотя я не услышал, не знаю, как ты услышал это, что Мухаммад сказал, что вы платили нам дань и жили на наших землях. Ну, документов, да, смотри, пошла, я тебе говорю, я тебе сказал, то, что вытекает из масхаба, масхабом не является, есть такое правило. То есть это из его слов, из его вот этих утверждений, оно вот так вытекает. Но в этом случае другого выхода не остается. То есть кабардинцы тут вообще, он говорит, не предала, это были чеченские земли, да? Берем его точку зрения. Это были чеченские земли, да? Однозначно, безапелляционно, конкретно. Чеченские земли. Следовательно, ингуши, рапорты там пишут, что они платили дань чеченцам. Чтобы сразу было всем понятно, речь идет о назрановских землях. Да, не да, обо да, всей территории. Именно об назрановских землях, о договоре подписанном в 1800. Следовательно, эти люди поселились там с разрешения, как бы получается, и платили дань за эту землю. То есть Шикаман Волужусак дань не брали же чеченцы, которые считали своими. Вот. То есть тут он как бы, когда я Карбулак сказал, Карбулаки, наши братья, я опять это тоже подтверждает то, что я говорю, фактически он говорит, вы нам никто, вот это наши вахты. То есть я говорю, что вот эти все люди, которые там пишут, для меня они норницы, такие же, они могут спокойно же все, что говорят на других норницах, адресовать себе. Не, норницы все, в любом случае, все, кто говорит недостоверные вещи, это и есть норницы. Да, и дальше пускай идут доказывать, что я армян, там, что мы армяне, и пускай идут флаг в руки, не было бы, будучи я навал. И они должны в первую очередь, уже не ко мне, Мухаммад хотя не имеет претензий, он и говорит так, с ними у нас разговор не должен. Но он должен для начала переписать историю. Надо переписать историю. Понимаешь, вот обсуждая все эти темы, я у нас видел проблему вот этого родоплеменного, так сказать, местечкового национализма. Я думаю, у чеченцев это как-то не так. Вчера вот после этого эфира вошла, я призадумался и подумал, что по сути вот шаг назад получается, может, и вот в этой теме это конкретно прослеживать. Вот я тебе скажу про Чечен остров, да, Масала. Ну, давай сделаем так, Амут, сейчас вот из этих ребят, которые зашли, зададут вопросы, кто-нибудь выйдет, и Мухаммад зайдет, может быть, я что-то сейчас, честно сказать, по вопросам земельным и касаемо, чтобы воетя. Здесь такая ситуация. В эфире получается так. Когда ты что-то говоришь, если сразу тебе не ответить на вопрос, то оно уходит куда-то, и уже после оно остается... Когда я стараюсь тоже вот так, как ты говоришь, делать. Я поэтому, нет, я же тебя до конца послушал. Что касается по землям 1800-х годов, которые говорится о том, что разрешили до того, как еще был подписан договор с царской Россией, говорится, за счет того, что принимают ислам подать и не платить, за то, что принимают магометанство, первый договор, который был заключен с чеченцами и с кабардинцами. Территория эта была спорная, вот как говорится на документах. Второй документ – это 1810 год. Ну, мы знаем, что царская Россия вела работу о том, чтобы магометанство не распространялось на территории, мы знаем, Северного Кавказа, по сути, чтобы больше христианства. И на этом пункте снова же, по этому пункту говорится, когда уже царская Россия завоевала эти территории и откинула уже
назад, и там идут первый пункт, второй пункт. Ну, ты знаешь, да, по пунктам, и уже повторять не нужно, каждый может посмотреть этот документ. Я не хочу сейчас его повторять как бы в эфире. И там написано, что если доколе идет разговор до этого, когда-то платили или не платили дань, или были там кабардинцы, или не были кабардинцы, факт, что на документе как зарегистрировано, так и сказано. Если то я хочу понять твою логику. Ты говоришь, мы не были одним народом, если в 18 начале 19 века, если чеченцы брали дань. Ну, ты путаешь другую вещь. Ты не договариваешь просто. Разошлись мы в 17 веке, после чего мы уже стали друг от друга отдельными. Отдельными, Ахмад. После принятия как раз таки отдельно, когда разделилась Чечня и Ингушетия, этот договор-то был в 1770 был договор, до еще 80-го года. Башлам, 1770 договор, вот я тебе говорю, 1770 договор, там участвует много, не только галгаевцы, пепинцы, таринцы, многие участвуют. Да. Договор, Нет, подожди. Нет, подожди, я расскажу, я тебе дослушал. В 1770, будь то еще раньше, которые заключили, в 50-м, неважно, было там 6 фамилий, что потом было 10 фамилий. Были там нашхоевцы, как утверждает Гильденштейн, там еще несколько селений, которые написано, что последние. Сейчас не об этом речь. Речь идет о том, что деление, вот это деление, уже после того, когда уже стали по отдельности вести договора, судьбоносные решения принимать, какое вообще понимание должно было быть у людей того времени, если ты являешься одним народом? Ахмад, Ассалам алейкум. Как ты считаешь, вот ты сам подумай, если ты говоришь, мы были один народ, меня слышно? по твоей же логике, были один народ, с чем я согласен, что были до этого с один народ. Почему тогда был заключен этот договор в 50-м, 70-м году 18 века? Можно есть, мы же забегаем, если вперед забегать, можно уйти очень далеко. Я опять же поддерживаю, я не говорю, что Мухаммад Бог не истует, я говорю, нет. Если говорить о том, что мы были одним единым народом, надо было не делиться и до конца быть одним народом. Да, я согласен. Башлам, ты или не понимаешь, что я сказал, или я неправильно выразился? Может, ты неправильно выразился. Башлам, меня слышно, нет, Башлам? Слышно. А можно мне вопрос задать или нет? Я уже сколько сижу, слушаю, наблюдаю, все хочу вопрос задать. Ну, здесь вообще-то я тебя запустил, если ты по этой теме хочешь говорить, потому что... Конечно, по этой. По этой теме, когда сейчас, подожди, сейчас Амос, ты можешь задать вопрос, не проблема. Дигду. Амос, Бехмобил. Во-первых, все общества в то время по отдельности его записывали, те же Шубуты, Хабарыш. Это было. То есть в этом договоре 770-м Шубуты есть? В 70-х, халят, после чуть-чуть. Не, подожди. Ну зачем ты, вот смотри, то, что ты говоришь, это 3 шутоевские, 3 села, которые заключили договор, это наш. Я говорю... Это наше. Это то время, там не написано, что Шубуты были вместе, не было же этого. Я не говорю, что вместе. Да, я тебе говорю. Амад, подожди. Амад, я тебе конкретно указал отношения между ингушами и чеченцами. Не твое дело заключенный договор Шихмурзой Окотским, не твое дело шибутские договора, Чеберлоевские. Это не твое, это мое, это мы сами как-нибудь решим. Мы конкретно с тобой говорим о вопросах 70-х и взаимоотношениях между чеченцами, начиная с середины 18 века и до конца, до начала 1810 года, промежуток 18 и начало 19 века. Мой почему, Ючек? А Шубут, Чич, Эберлай, до Карабулак, Ахмадица, Абита, мы не эта тема. Сейчас конкретно идет. Если бы ты им сказал, в этом договоре, допустим, были нашхойцы и остальные, я тебе по этому вопросу сказал, ты можешь посмотреть это, документы. Но если ты говоришь конкретно по этой тематике, прерываться для шваму. Когда я говорю шубуты, когда я говорю шубуты, или же хабарыш от ЛЧ, я их не притягиваю себе. Но не упомянуть это тоже нельзя. История есть.
Не говори про них, я говорю, по Дастахтамал Хулусо. Ну, нет, к этому договору они имеют отношение? Имеют. Не Это как имеют. аналогия. Абсолютно не имеют. Это как аналогия. Это Я не тебе говорю, может быть аналогия. аналогией. Шуботы это ногчи. Понимаешь ты? Шейх Мурза Акотский это ногчи. Чеберла это ногчи. Это не галгай. Если бы ты затронул бы вопрос с галгаевцами, это было бы. Но сейчас ты затрагиваешь вопросы, которые не имеют. Если эти два договора были этими обществами заключены в одно время за одним столом, это имеет значение. А до этого больше... вот, хорошо, я тебе объясню другими словами. Вот мы с тобой, вашему салам делла, это зафиксировали в документе. И ты говоришь, ну сой башлами, ну вот салам делла, первый, салам делла, что у меня один Азия, аж был... Башлам, я Аллах вел, Башлам. Я же не про это говорю. Я тебе говорю, что общество... Башлам, вот что, Самон Арпаса? Мируя, хуязу. Можно мне... Все что, вон. Пошла. Можно я вопрос задам? Давай, задавай. Бисмиллахи рахмани рахим. Значит, вот вчера я слушал, по-моему, вчерашний ваш эфир, где Ахмад Барахо, там Саид зашел, там разговор зашел о мусульманах-чеченцах, которые имеют больше прав, чем ингуши-язычники, да? Ну, так же было как-то сказано. На эти земли. По поводу без оскорбления тут в чате. По поводу каких земель? Ну, что ингушам же, когда якобы чеченцы дали пользоваться землями вот этими, когда они выселились, при договоре с ингушами им позволили как бы чеченцы, Назрань, да, вот эта местность. Пользоваться, так, да. И? Да. Ну, меня такой вопрос интересует. Вот, смотри, Башлам, если так брать, ну, как мусульмане сражались, чеченцы, можно вот такой вопрос узнать у тебя, как у историка, а только чеченцы одни в то время сражались за чеченские земли? Или же помогали братья с Дагестана, в частности, аварцы, и другие народы сражались вместе с чеченцами? Период, можешь скажешь мне? Ну, именно тот период даже Кавказский. возьмем. Имамат Шамиля. Да. Ну и до Шамиля тоже были моменты, там мы до видим Шамиля из истории, что... Так. Да, тоже приходили другие... Шамиля это государство, мусульманское государство, которое было правило. Да. Там был имам и шариатское правление было. И там были разные национальности. И... Да. А вот смотри, исходя из логики, вот получается, это на чеченские земли сегодня имеет право также и брат аварец, кумык. Нет, это Башлам. Ты вообще не в ту степь зашел. Я тебе Почему? Не в ту степь. Дело в том, что весь Дагестан не входил в состав имамата, а что касается завоевания и отбирания земель, если ты имели право. Почему? Потому что в то время имам Шамиль вел войну против, опять же я говорю, против таких же дагестанцев, как он, уничтожал ханов, отбирал их деньги, земли отбирал и сажал туда мусульман. Ты не путай войну, священную войну, которая Газават, и говорить уже даже. То, что он говорил, Саид, о назрановских землях, чтобы ты понимал, это имама Шамиля еще нету и рядом. Это ранее до него. Имам Шамиль пришел в 1639. А тогда кто был? Хорошо, а тогда кто был у имамов именно в тот период, когда Назрань там? Бейбулат Таймир. Так. Бейбулат Таймир, он же мусульманин был? Да. Алхамдулилля. Так, да помилует его Аллах, да? Да. А в то время, получается, кроме чеченцев, никто не сражался. Ну, с других народов никто чеченцам не помогал в их священной войне. Нет, послушай, за чеченцев в то время никто не воевал, кроме самих чеченцев. Да? А почему, смотри, в документе, в докладе вот в этом, когда, получается, ингуши сразились с чеченцами, в 700 какой-то год был, когда они там, между ними стычка получилась вот из-за этого. За то, что... 700? Да. Ты с атакинцами то, что имеешь в виду? Нет, вот с назрановцами, когда с назрановцами вот получилось... это быть не могло, потому что на эти... Ну, Алтацин Башлам, 1810, ну, оговорился. 1810, ну, 810, ну, ладно, это пусть, я сейчас в цифры
Смотри, а там пишется, что якобы к чеченцам на помощь пришли из Дагестана, как бы на помощь, около 5000 собралось там. Было такое? Нет, я сегодня, нет. Ты сейчас Пошла, можно путаешь, я вообще отвечу? путаешь. Пошла, можно Ну, я 8... отвечу? по 710. Давай. Смотри, если ты исходишь из идеологической основы, это там говорится, там Тарковский какому-то мулла, там пишут русские, как бы ингуши обратились, вот сейчас чеченцы собирают полчища на нас, 5000 собралось, да, и они обращаются, как бы ставленник, ну, как бы русские Царскому пишут. ставленнику, Шамхалу Нет, Тарковскому, да, князю Тарковскому, там, Тарковскому. мулла какому-то, да, обращаются и говорят, вот ваши подданные, Когда это там говорится, как бы ваши подданные, это имеется в виду, это как, ну, это для этих людей, если понимать, они, был Тамиев, там тоже участвует в этом сборище, он тоже. Там говорится конкретно, хищные, непокорные чеченцы собирают, возмутили, короче, мирных чеченцев и собирают против нас. То есть над ними, как бы, управленцы, что ли, чеченцы себе выбирали, чтобы своего не выбрать, как я понимаю, это как эмиры будет. Ну да. Вот в таком понятии, если переносить, вот ты сейчас, если перенесешь... Амад, я понимаю. Если ты перенесешь это как на идеологическую основу, как бы, вот на такую тему, как бы, это, эти люди, они не как хозяева уже уходят, а как эмиры. Примерно вот так это получается. Ну, И тут это... посмотри, нет, подожди, тут и видно, тут Тут идеологическая основа. Там и не было националистической какой-то основы, там именно идеологическая. Бибулат Таймиев был как раз-таки воин ислама. Вот, он как раз-таки за распространение. Брат, как тебя зовут? Брат, что он был зовут? воином ислама, ты, конечно, борщанул, он не был воином ислама. Это ты переборщил. Нет. Про Бейбулата мне не рассказывай, я кому угодно могу рассказать. Сейчас вопрос не в этом. Послушайте оба. Что касается о том, что управляли плоскостными территориями, были приглашены Тарковский, который последний из рода Тарковских погибли буквально в 21 веке, в 2010 году из его рода. Если ты имеешь в виду, имели ли они право на землю, они здесь жили за счет государства, которое им помогали до конца, до 21 века. Не было у них власти, конечно, но они жили как граждане. Они получили власти. Если ты хочешь по этому вопросу поговорить, как раз таки есть документ, который у вас очень сильно любит рассказывать, особенно Русик, документ о том, как получил Шамхал вот это, Айдамировы их называют, то он кумык, получается, Тарковский, то он аварец, что как он пришел на эту местность во время охоты, охотился, наткнулся на местность Чечен-Тала, Бахцу, что там было написано Чечен-Тала на урочище. Тут на них, когда он охотился, наткнулись на них казаки, то есть уже на Сунже есть казаки в то время, царская власть есть в то время, отогнаны в горы, в горную часть были все уже в предгорье, там, где Шубуты, остальные места. Поднимаются чеченцы, эти плоскостные территории по Аргуну, Аргун идет как Шютю, Чахкар, Чахкари, Атаги, Чечени, Беркел, Аргуны, они по реке потихоньку строились, спускались. Но эта территория уже была освоена. Когда их казаки порубили, этот авар Баса Нуцал, которого так любят у вас очень сильно снова и снова говорить Чачан, который якобы дал название, от названия Чачан аула или то ли от Чечена, но не факт. Он бежит оттуда с убитыми несколькими своими этими представителями, бежит, ему рассказывают в Эндере, рассказывают, что он, если он хочет эти земли, он должен попросить. Есть официальный документ Российской империи, где он переехал после этого с Эндери под Кизляр, жил там 1 год и просит, это молитвенная просьба, я прошу тебя, о величайший падишах Чиломбию, выдели мне эти земли. После того, я отвечаю на твой вопрос, Рамзан, он получает документ, который имеет право поселиться там и управлять чеченскими землями. Опять же, я историю Турловых тоже изучал. Там говорится как, у них были большие наделы, когда в горную часть мы после Тамерлана огромное время плоскостная территория была заселена черкесами,
Мы это знаем. До самых шалей, я это говорил. С другой стороны были кумыки, с третьей стороны были авары, потому что чеченцы были истощены и загнаны далеко в горы. Чеченцы тут автоматически, и то же самое касается ингушей. Ингушей тоже в то время и не светило спуститься. До нас было очень мало. И Нохчи, и Галга. Разница яцика. После этого, чтобы тебе было понятно, они, само собой, укрепились на этой местности. Чеченцы начали проходить, начали спускаться. И только когда они укреплялись, они начали вот с этой местности, они их начинают откидывать, и они доходят до самого Терека. Чтобы ты понимал, между Сунжей и Тереком есть огромная территория. Потихоньку. Они пишут, этот Тарковский пишет земли, что у меня раньше было столько наделов, что мне там платили. Он жалуется, что ему чеченцы сейчас не платят. Были, конечно, и те, которые хотели, чтобы он управлял, потому что он решал их бизнес-вопросы. А дальше потихоньку они откидывают. Если ты имеешь в виду, с управлением имеют ли сегодня аварцы, или будь то кумыки, нагайцы, даргинцы, имеют ли право на чеченские земли, поскольку они мусульмане, или там, они были мусульманами, они с тех пор здесь живут, но их немного. Там народ распространен, их немного. Рустам, Рамзан. Рустам. Вот этот старейшина, который Хашульга Верицин фамилия, он же в то время говорит, когда даже на нас нападали акинцы, они мотивировали это чем? Они не мусульманы, и им цель должен нападать, есть выступление. Неважно, что опровергли, но имеется в виду, в то время люди об этом знали. А насчет касаемо назрановских земель, тут как раз таки не говорится, что туда поселились и платили. В то время, когда были христианами, то есть были язычниками, и говорят, при поддержке Бейбулата Таймиева, эти земли были потом пришла третья сторона, четвертая сторона, получается. Кроме кабардинца, это приходит четвертая сторона. И это ну, смотри, Гашлам, ты там важный момент такой затронул, что нас вытеснили в горы, правильно? И ингушей, Галга и Нохчи в горы вытеснили, да? А вот получается до этого... Ингушей, там, Нохчи, это было один да, не было. Обществом, да, одним народом жили мы. Да. А где мы вообще, вот это все земли, мы где жили, откуда докуда наши земли были? Официально это где староисторически получается от Дарьяльского ущелья до Андийских гор. То есть где была Чукетия, Дзурдзукетия, вот вся эта территория была под одним единым. Ну, да, это получается наша единая, одна наша вот территория, да? Вместе с, да. А вчера по крайней Магомед... По крайней мере, я еще раз говорю, по крайней мере, других автономных государств, которые были в горах, кроме как Кистети и Дзурдзукети, нету. Сегодня пытаются некоторые там придумать, что Кусты отдельно, там Нахчита отдельно. Баслам, вот именно вот то, что я хотел сказать, он вот это понял. Он говорит сейчас, а вчера, как говорит Махмуд, хотел сказать, продолжил Рустам. Важный момент. Вот, вчера Магомед говорил, что, ну, Хаджиев, да, он мне представлялся Хаджием, матершинник такой злоядный. Ну ладно, это Хаджаев, он мне представился Магомедом, что его зовут Хаджи. Вот Магомед Дарси. Сейчас он зайдет. Подожди, да, он тут сейчас. Да, он пусть здесь, он заходит. Он сейчас зайдет. Да, нет, это ладно. Это он вчера говорил, спрашивал у Ахмада Барахо несколько раз, вы откуда пришли? Вы откуда спустились, вы откуда пришли? Вот часто ему ответил, что это все наши земли были, получается, вот от Дарьяйского ущелья до куда, как ты сказал, до Каспия. А там, получается, не были, да. А там, получается, не были. И по этой логике я говорю вот Махмуду и всем, кто вот в комментариях. Вот Русик, я тут. Русик.
Да не, конечно, я никуда не ухожу. Ты чё? Типично, я говорил вчера, то, что нельзя поднимать вопрос ислама, потому что они пытаются за счет ислама компенсировать свою жалкую Давайте историю. сделаем так, послушайте меня. Давай. Любой человек, Началось. Руслан, Арвал. Руслан, Арвал. я я с тобой, я с ним хочу, потом с тобой говорю. Да, да, Я поэтому не хотел жалкую историю. Я хочу исламизм. Я хочу поговорить по фактам. Я говорю, я хочу, если мы обсуждаем вопрос земель, надо абстрагировать от всех вещей. Он пытается говорить, давай, джентльмен, стоп, я разговариваю. Я сейчас прослушаю, у меня вчера голова... А теперь я разговариваю. Я сказал, что я вас всех троих удалю. Я всех вас троих удалил. Теперь послушайте меня, прежде чем вы хотите поговорить здесь. Теперь послушайте меня. И я это говорю Мухаммаду, Рамзану и Ахмаду. Вы по-другому человеческого языка. Вы пришли ко мне в гости. Не я к вам пришел в гости. Понимаете? Это не базар. Здесь не бабки собрались. Здесь собрались нормальные люди, которые хотят пообщаться. Хаусиш, шунтеттен ахчадуш. Мукшалеш. Сей вариант, яла я цабдик негони кульшвалашу. Юкидах, шу диск халит гайша. Самасла халит гайшли шусо. Мне ваши разговоры, мне не нужны. Понимаете? Выдерживайте. Каждый человек, который будет выдерживать паузу, слушать и говорить, вот тогда мы нормально приведем к дискуссии. У вас нету ни уважения нету друг к другу. Какие-то пацанские разборки вот здесь ведете. Вы взрослые люди все. Никому из вас нету 10 лет. А ведете вы себя как пацаны. Здесь YouTube смотрят, здесь Instagram смотрят, и остальные, и Facebook люди смотрят. Ведите себя немножко достойно. Что 10 человек мне запрос вот направили сюда, хотят зайти в эфир. 10 человек. Понимаете? И все со вчерашнего дня меня упрекали, то, что вы не слушаете друг друга, оскорбляете, переходите. Ладуале, если вы заходите сюда говорить, здесь говорите насчет истории. Шейн джихад дети, шейн имамат, вы за дин дейцля и кидеглизляте, идите в прямой эфир к муфтияту. Идите в муфтият. Это что? Идите в муфтият и там спорьте. Или выходите на шариатский суд туда. Это место для общения. Для того, чтобы люди говорили нормально. Понимаете? А не для того, чтобы перекрикивали. Если вы не хотите, давайте завершим эфир. Да, дерзичане, да что. Это не место, где как базарные люди себя ведут. Мы себя считаем культурными, эзди, там мы такие сильные орлы, гордые орлы, Ингушетии и сильные волки Чечни, бог, а что? А вы не можете на элементарно простых вещах договориться, поговорить между собой. Или я должен обязательно по 5 минут вам по регламенту давать, чтобы вы заходили. Сейчас я приму вас, всех четверых. Каждый отвечайте за себя. Амаду не нужно отвечать, Амаду Бархман не нужно отвечать за Рамзана, Рамзану не нужно отвечать за Амада. Понятно? И пускай точно так же поступает каждый. Каждый ответит сам, когда дойдет до него очередь. Каждый. Ведите себя достойно, ведите себя нормально. Я Мухаммада добавил, потому что все говорят, вчера Мухаммад это сказал, вчера Мухаммад это сказал. Я не люблю за спиной, чтобы говорили. Мухаммад зайдет, выслушает, скажет на свое мнение. Ахмад скажет свое мнение. Чтобы больше таких разговоров не было. Валлахи, как бы мне не нравилось или нравилось, я буду вас удалять.
Что есть задача, есть задача. Салам алейкум. Бехмубилаш. Я просто... У меня... Все нормально. По очереди, по 5 минут сюда, по 5 минут сюда. И там разделим время, хорошо? Мама, сейчас 4 зашли. Кого я еще не добавил? Так, сейчас Амад добавил. Амад добавил. Амад ничего. Амад что-то запрос у меня не видно его. Амад ничего. Давайте сделаем еще раз. Хохчуа, зудрибу, тегрибу, бокканишбу, кегинишбу. По очереди. Аккуратно высказались, выслушали ответ, вышли. Потому что 10 человек у меня здесь стоит в очереди. 10. И каждый хочет. Не надо. Еще раз. Те, кто проживает в пределах Российской Федерации, я вас предупреждаю. Еще раз я вам говорю. Есть законодательство Российской Федерации. Распространение, разжигание и остальное. Шейбаган доладай, шейна балмабия, суна балмабия. Шейбаган доладай, аккуратно, исторически. Джихадчи, муфтиячи, хамамачи, шапарачи. Хотите об этом говорить? Идите на шариат. Но не здесь. Мы какие-то исторические процессы говорить можно, но когда вы углубляетесь, кафиры, муртады, твои эти, мои эти, эту терминологию здесь не надо. Шейх Цават, я имам Цават. Исторические процессы говорите аккуратно. По 5 минут каждый высказался, задали вопрос. Рамзан задает Мухаммаду, отвечает Мухаммад Рамзану. Амад задает Рамзану, Амаду отвечает. И, само собой, если ко мне вопросы, я тоже как бы буду вмешиваться, а то получается, вы говорите, а я здесь сижу флаг. Я душу. Только вы начали друг друга. Не стыдно было. Я душу, ашушадеш ардеш. دقت نخمده زودری باله قندل نخمده دو قدش علیم خاص کلیوه سیلی و غیری و شابش و غیب کحفی مدیه ساجیمت. Хорошо, Башлан, я немного зашел, я только в конце зашел, но занятый ворса, я не думаю, что сегодня эфир вообще будет. Я услышал пару, увидел Русика, материться дошел, олеу, Русик, хагиш материться дошел муха. Крвечем, материться да едаться, раз я тебе знаю, что я с тобой сделал, да? Это оставим, оскорблять не будем. Все. Я вот так говорю. Я говорю, что я просто, мне аллергия. Хотя, сейчас говорим про то, что я говорил вчера, когда мы обсуждаем исторические вопросы, я говорю, не нужно впутывать религию, размер обуви, это все. Это не имеет отношения к историческим фактам. Если мы пытаемся разбирать ислам с точки зрения истории, это идея. Мухаммад Садил, пошла. Вокруг которого люди... Удали его вообще, заблокируют. Давай вот так сделаем. Давай. Башлан. Не, Сабр дел Башлан. Сейчас опять начинается вот это вот... Сабр дел. Я говорю. Мухаммад, я знаю, тут сюда, Сабр дел. Ажил комментарий, дуастун ваш, я здесь, хамажди. Кали Маячо, 8963, 175, 16, 81, Парход, Нохчо, non dois, non, YouTube, цях, вот я же, мразота. Цена номер Ашиадя, Юлжи. Сон, хатилу ати, юдо, шей дучлу, камел ди, ати гела жаздиш ду, семья ляца, ва жаздиш ду, камел ди, нах ячо, нах мар, хамда. Мухаммад из Мелдус, ди материца яхар. Материца, я же не говорю его. Ну, нет, я говорю, царь ядешь, да, хамди, что наг яхтяха, что борщи, такие школы. Наг яхчу, наг яхчу. Вот это опять даже, дуастом хоть даже, вот это еще опять. Диктор, я договорю, Адамс, Ахмад, мы все поняли. Я договорю. Давай спокойно сейчас. Давай. Ко всему дойдем. Давай я доделаю. Ислам с точки зрения истории будем рассматривать только как общую идею, которая консолидирует вокруг себя массы. Вы говорили, если дагестанцы воевали вместе с чеченцами, имеют они право на наши земли? Не имеют никаких права на наши земли, потому что дагестанцы, те, кто воевали не на своих землях. А варцеры воевали с чем? На своих землях. А те, кто переселились к нам, они воевали ради сохранения своего образа жизни. Они предпочли покинуть свои земли и жить вместе с чеченцами. Они что, впереди чеченцев воевали, что ли?
Ну, Они давай потом... сейчас, я тебя никаких права не имеют, да. И даже если бы если бы даже они переселились бы помочь, они тоже не имели бы права. И они же ради Аллаха приезжают, правильно? И дальше, и кто вообще говорит, потому что мы пытаемся сохранить свою экосистему, пытались, свой образ жизни сохранить, который являлся исламом, да. Мы сейчас не будем говорить, то, что правильно, неправильно. Мы решили, в конце концов, мы стали мусульманами и решили, что ислам это правильно. Я еще не буду сейчас говорить то, что я консервативный мусульманин, в отличие от некоторых, и понимаю, о чем я говорю. Но даже из точки, я должен быть объективным, потому что я видел разные идеи, я разные истории, разные книги мог почитать. Ты понимаешь, что с исторической точки зрения многие идеологии, они ничего особенного нету. Там в основном играет роль реформы, как экономически люди приспособляются, и все. И какая идея они там существует, они как бы, вон, Римская империя, язычники, которые захватывают другие империи, другие земли. К нам, да, я имею в виду, их богов подсоединял к своим богам, и так у них пантеон богов образовался. Что? И, короче, сейчас оставим. Говорим про земли, да? Снова эти земли было. Я говорю, мы сейчас, если мы хотим поговорить по фактам, мне вот интересно тоже после эфира с Ахмадом было, мы где-то через месяц, у меня нет времени, через месяц снова встретимся и уже поговорим насчет земель с фактами, да? Без проблем. Ахмад, ты знаешь, я знаю, то, что факты есть, и факты у тебя нечего на это ответа. Я вот мы снова по кругу крутимся, и у меня просто не было времени, я думал, может, что-то выйдет, эти факты будет предъявлять, потому что все в трудах, которые я читаю, уже, я не знаю, априори уже бывает записано, то, что чеченские земли, потому что это там, все факты, это уже само собой разумеющийся факт исторический был такой, когда русские описывают, кто там. Там не было ингушей, там не было кабардинцы были, которые претензии имели на эту землю, но там были чеченцы, не было никаких ингушей там. Даже единственный, кто вообще имеет право... Года, Мухаммад, ты говоришь года. Начало 19 века, конец 18 века. Ингушей там не было. Были чеченцы, кабардинцы. Да, область Назрань будем говорить, да? Область самая восточная. Кабардинцы там как оказались? Кабардинцы как оказались там? С неба спустились. Как они там могли спуститься? Я сейчас буду тебе историю миграции, общую историю тебе рассказывать, как они там появились. Ты, я вижу, хорошо знаешь. Я там, очень хорошо знаю, в отличие от тебя, еще математику знаю. Когда ты говоришь то, что 90% Селхан Хасан Вистхулруя, то, что Грозный тоже там отстаивал ингуши, да? Не перепрыгивай на другую тему, мы же договорились. Если хотите оскорблять друг друга, идите к себе в личный. Я тебе говорю, тогда что ты мне такой тупой вопрос задаешь? Кабардинцы, как там оказать? Кабардинцы оказали, потому что они свою зону влияния расширяли. Хотели больше. Откуда они пришли туда? Они пришли с востока, от запада пришли. Откуда еще придут они? Черноморье. И кого они, и как они очутились на землях чеченцев? Потому что они То есть они вытеснили чеченцев и заняли их земли, правильно? Чеченцев там не было, да. Татаро-монгол вытеснили чеченцев в горы, да. Да. Рамзан, тебе освободилось там минута. Я тебя не буду. Амад, Рамзан, тебе нужен курс лекции по тому, как черкесы расселились по западной или северной, южной части? Нет, я хочу просто свою мысль развить. Ты сомневаешься, что там были чеченцы или русские? Ты же говоришь, что вот это все наши были общие земли, правильно? Не наши общие, во-первых, Башлам, ты совершил ошибку, когда я сказал, что наши были общие земли. У нас нет исторических фактов, который говорит о том, что у нас были общие земля, общие предки. Мы даже не знаем, мы вообще были когда-нибудь единым народом. Все, стоп, Стоп, да? Вот здесь стоп, Башлам Сабрдила, Башлам Хадиалдо Сабрдила. Здорово нас водится. Вот теперь, Мухаммад, возьми вот весь базис истории Хадиалдо, перепиши его, пойди Академии наук, вот этому Башламу. Руслан Хадиалдо Сабрдила. Вы, может, зайдете к себе в эфир и сделаете... Мухаммад, подождите, дайте Башламу сказать. А то он нас удалит, дайте ему сказать. Не, дай, Руслан, я скажу. Башлам, без халитов. 2 минуты, 3 минуты, Ахмад, потом Рустик. Ты это уже сказал, освободиться, сам минута. Я еще раз повторю. Здесь, в данной ситуации, если это я сказал или кто-либо другой сказал, говорить об исторических процессах, как были ли у нас общие предки, были ли у нас общие историки и все остальное, основываясь на базе грузин, армян, арабов,
кто бы ни был в тот период, чтобы вы говорите об эмоциях, я вам говорю о том, что есть. Что фиксировали, что проживали разные общества одного единого народа на территории, древние территории, которые были. Я не говорю, Мухаммад, мы не говорим об обществах, которые пришли там с Закавказья, мы не говорим о пришлых народах, я говорю об автохтонах. И сегодня и генетически, и культурно, цаадош, хил периодью. Опять же, мы очень прекрасно сейчас все понимают, о чем я говорю. Есть элемент, пришлый элемент, который сегодня делает все, чтобы мы с друг другом погрызлись. Там есть, которых называют отдельно, кто-то называет их назрановцами, отдельно называют. У нас их называют отдельно чечено-говорящими. Вот. Это не принцип, я вам говорю, это элемент. Элементы, чистые элементы, которые были достойные элементы единым народом, который было у нас когда-то в горной части, когда-то они были. Не надо говорить, нету доказательств. Как нету доказательств, если об этом говорят? Башлам, за то, что ты даешь нам надежду, но по факту, не знаю, каких элементов среди выдающихся предков вот этих людей ты говоришь, чеченцы, возможно, были, я говорю, я о чем хочу говорить. Кроме предположения, основанного на том, что у нас сегодня единый язык, как можно, культура, и исходя из этого мы должны предполагать то, что у нас в прошлом был общий протопредок, это безосновательно. Возможно, как-то мы смешались, мы с чеченцами, ингушами, да, с этими армянами. Говори, Мухаммад, как истинно норвежский. Меня не интересует, Ахмад, я не заинтересован кого-то унижать. Я не говорю, армян, меня не интересует. Да ладно, твое каждое слово, ты только вот на это и нацелен, понимаешь? Твое каждое слово, вот этих великих, у чеченцев, возможно, были, а у этих... Курулу, Галуза, ну ладно, это твои проблемы. Я достаточно... Давайте по теме поговорим, братья. Я уже высказал, что давай, твои 5 минут. Ахмад, потом Руслан, потом Башлам, потом я. По часовой стрелке вот так будем ходить. Мухаммад, ты что? Башлам, я тебе полчаса хотел это сказать практически, ты не давал мне договорить. И вообще вот практически на тот период никакого общего ничего не было. Вот это, вот только вот это чеченские земли, ингуши вообще как бы людей считали. Да. Пошла. Это мое время, дай мне досказать. Это его мнение. И вот я просто здесь зашел и говорю, вот всем, кто вот сам пишет комментарий, да, они могут поддерживать, но я говорю, теперь у вас, Мухаммад, претензии не к ингушам, потому что ингуши вот в своем докладе, там, я не знаю, все это практически то же самое и добивается, что нохчистане практически гаргулу яхту яхаш. Понимаешь, вот здесь вы становитесь один в один, а селха няхаш без тардышу. Что, знаешь, как у Шевчука есть такая хорошая песня. Посмотри на эти рожи, как же все творцы похожие. Аман, я согласен с тобой. Да, у меня с ними это мое время. Я не отрицаю. Все. Если что. И вот тут-то я говорю, теперь делайте претензию своей Академии наук, Яхас. Вот Башлам, Азамат, Бакаев. Хорошо, что поняли. Алхамдулилlah, дай мне все равно сказать. Делайте им претензии, и вот как ты мне дальше не даешь. И вот как ты вчера говорил, базис истории переписать. Вот перепиши вот эту историю, базис. Если вы это не делаете, вы такие же норнийцы, Яхас. Куда еще, понимаешь? Вот нету. Вот просто... Вымаба, Амад. Кто это поддерживает? А Мухаммаду душ, что тебе это сказал. Мамад, да. Я говорю, Мамад, который его как бы поддерживает. Если вы это не делаете, не способны это сделать, я примерно, Мухаммад, в отличие, я своим историкам пишу, с ними какие-то дискуссии, их опровергать. Иди и опровергай своих, проблем не нуждается. Не просто там, это чеченская земля, а начни оттуда, вот, Тигр-Аули, Коринтер, они вообще Гаргулу, Ханятвы, Тигр-Аули, вот как ты вчера сказал,
Мержой наши братья, а мы, значит, на тот момент братьями не были. Вот Мержой были братья, а ингуши, значит, братьями не были. Все, алхамдулиллах. Хаянта, хайдекчердар, хаянта, сопарга тут саман. Вот теперь ты иди и там и начинай, яхас. Ты слишком близко понимаешь мои слова, сердце. Не, алхамдулилlah. Я-то другого, понимаешь? Мне эта тема, я наоборот, против которой тему я борюсь. Я говорю, тут проблема получается не во мне, проблема вас, которые не хотят решить со своими историками. Иди и там решай. Что историками решать? Единственное, то, что историками, пойди и скажи, вайтакам ханадат. Они никто не пишет, что мы были одним народом. Пишут. Вот Башлам говорит, что вы были ногчи там 300 лет. Стоп, Амад. Во-первых, снова проблема, то, что я вот смотрел доклады, и то, что сейчас чеченцы отмечали, они раньше, даже ингушский историк писал, то, что раньше вот чеченские историки, такие же тупые, как я был до этого, до митинга, такие же наивные, они писали всегда, даже когда не надо было писать, не было там никаких ингушей, они писали чеченцы, ингуши, писали нахские племена, писали, когда речь шла только о чеченцах. Никаких ингушей там не было, они писали нахчи. Один ты умный, все тупые. Вот поэтому я говорю, они это сами признают, они на этом вот после этого не сказать, что это смена терминологии. С твоих слов. Они сами сказать, что терминологию сменили. Мое время в лес. Не сказал, что ли? Они сейчас сменили терминологию, чтобы не вписывать туда ингушей. Вот это объясни, что никогда ингуши ногчи не были. Они уже сами знают это. Красавчик Шмух, они уже до меня докажи, знают. Что никогда ногчи не были. Вот докажи, перепиши эту историю. Я тебе говорю, наверное, да и они красавчики. Я тебе еще раз говорю. Ваши историки говорят, что мы когда-то были ногчи. Иди и перепиши эту историю. Доказать. Они не могут доказать, что у них там есть. Тысячи, он Башламу целые эфиры посвящал этому, доказывал. Но он Башлам это предположение, нет никаких фактов. Это не, история написана, я говорю, так, перепиши эту историю, понимаешь? Предположение, Маргиева. Мы копаем все ближайшие 500 лет, больше куда мы не ушли нашей истории. Вот я тебе говорю, и в эти 500 лет я тебе даже говорю, вот Хасан Бакаев сидит и говорит, храм, церковь народа Нохчи, это была Тхабаерды. Пойди и скажи ему, что никогда в жизни в Асинском ущелье у народа Нохчи не могла быть церковь, потому что мы с ними ничего общего не имеем. Ему скажи, там многим скажи. Небо. Нарниц. Заборер. Между 5 минутами я буду брать свою минуту. Я хочу, чтобы этот разговор, который начал. Во-первых, ты уже начал говорить, 4 раза ты это начал говорить. 4 раза ты сказал одно в одно, и ничего большего ты не сказал. Ты говоришь, мне не дали договорить. Ну да ладно, это, я не знаю, вроде ты молодой человек. Да, когда я это сказал, Башлам, когда я сказал в самом начале, ты мне сказал, мама такого не говорил я. Понимаешь? Я тебе сказал по-другому. Ведь я же тоже могу говорить и орать. Ты же прекрасно знаешь мой характер. Чуть-чуть я тебе обосную. Еще раз. Я могу не соглашаться с кем угодно. И с Ахмадом, и с Мухаммадом. Мне без разницы. Я хотел, чтобы Ахмад высказал свое мнение Мухаммаду. Или Мухаммад высказал. Если есть люди, которые сегодня считают, так же как Мухаммад, которые считают, что не было ингушей, Маслабас, не было на этих землях ингушей, были только чеченцы. Не надо говорить, что Мухаммад должен, или вся академия должна перелопатить. Нет, это мнение человека. Всех, что касается всех чеченских историй, нету ни одного историка, никто, который бы говорил об обособленности, отдельности. Нет, есть историки, которые были мы одни, но потом отделились. Такие историки есть. Есть, конечно, некоторые фольклорные моменты, эти мы не обсуждаем. Аллаху алям, армяне, не армяне, это их тема. Сабал ватсы, армян, с тобой, армян, что соваться, дяш ватсы. Талеш, армян, эрмлобич ватсы. Но, если у тебя есть конкретно, Мухаммад, я считаю тебя и всех, то, что ты делаешь памфлеты, забросы, сегодня тебе же, Мухаммад, может любой человек сказать, одного твоего Бузуртанова и Абадиева хватает на всю Чеченскую республику. Чечня союзом, на всю Чечню и Дагестан хватает. Мы не об этом говорим. Я же не должен говорить, идите Академия наук из Ингушетии, опровергайте Бузуртанова, идите там университет
ингушские опровергайте. Не будем затрагивать, переходить именно вот, да. Мухаммад свое мнение сказал, это его мнение. Ты должен был, Ахмад, как грамотный человек, как ты делал всегда до этого, ты должен был сказать, а где ты это увидел? Ты где прочитал? На чем основывается твоя база? Разбить по фактам, если таковые есть. А то, что ты говоришь, вы все норнийцы, все, кто согласился с ним, это аргументация. Башлам, можно я отвечу? Ты мне задал вопрос, и упреком. Эта аргументация уже слишком слабая. Почему? Потому что вы должны все перелопатить. У Мухаммада свое мнение, у Ахмада свое. Я сказал Мухаммаду и всем таким претензий не ко мне уже, а претензий к своим историкам. Потому что я к своим историкам, к тому же, а лучше же его на всю Чечню. Признайся, что ты чеченец, Бахры. Признайся, что ты чеченец, и все. Башлам, а можно мне вопрос задать? Нельзя. Вопрос, упреком вопрос, Хамудандия, Башлам, минут используйте. Упрек, я спасибо Богу, единственное, сын конкретно, на будущее, следующие твои 5 минут, именно так в том направлении. Упреком вопрос. Вот комментарий, из Армянии я сдуцар. Пускай и это доказывает, проблем ясно. Но это их претензии должны быть к своим историкам. Я апеллирую это тем, что я... К нам претензии, потому что мы говорим, что мы родня. К нам претензии, Баха. Да, в первую очередь, да, с нами решить этот вопрос. А потом уже к вам. Я понял это, я себя уже с полупредложения понимаю. И претензий к тебе нет. Претензии есть конкретно. Тебе говорят, признать нет, признать для. Вы что, перед казнью делали, дисквалитария, а что ты? Последнее желание, валицу. Надо сейчас. Твоя волна просто. Мы такие. Надо сейчас, перед смертью. Башлам, я говорю, уара, галаш, дуцерди, Мухаммад дуцер, туамбиш камалды. Вот их в один это будет устраивать. Вот. Ну, да. А я против этого как я против этого сам могу писать, примерно претензии. Мухаммада претензии, он там где-то сколько он пишет, что-то видит. Когда мне говорят, вот там, а я говорю, у нас такие же есть, Алиса, это здорово. Я просто вчера зашел, увидел, когда он называет все лицемеры, и он повторяет, я повторяю все эль-уалты. Все, я очень сон дуалас. А у меня с ним личные разговоры были, поэтому я решил ему лицемер, а я хотел. Мама, сейчас до тебя очередь дойдешь, ты ответишь. Хорошо. Не, я вчера, по-моему, повторил это уже, ну ладно. Соборде была очень. Руслан, если Ну, значит, я вот остановился на том, что я не дали мне закончить свою мысль по поводу, смотри, Башлам сказал, Магомед, я сейчас хочу... Кому ты задаешь этот вопрос? Не. Сейчас я как бы параллельно и тебе, и ему, кто из вас первый захочет, вот смотри, вопрос был Башламу, что это были наши общие земли, он подтвердил. Также я правильно понял, что вот от земли, да. от Асиновского ущелья до не Асиновского, гор... Дарьяльского. С Дарьяльского ущелья до Андийских гор. Это были наши вот, ну, нахское племя, вот это, ну, народ, я не знаю там как вам лучше назовите, чтобы я никого сейчас здесь не задел там. Значит, жили они, да, и как получилось, так мне теперь интересно, что их оттеснили, кто, кабардинцы оттеснили же, правильно? Ну, коротко просто, да? Нет? Монголы. Или кто-то, монголы. Ну, во-первых, если ты про оттеснение говоришь, это период Золотой Орды, имеется в виду татары-монголы, потом сперва монголы-татары, потом татары-монголы. Но тут есть вопрос небольшой, можно, конечно, и раньше забежать, можно сказать, Аланское царство, потому что в Аланском царстве были ингуши и чеченцы, это 7 век в любом случае. Но еще раз... Теперь сказали, мама уже сказал, ингушей не говори. Ингушей не было в то время, он не был. Я сейчас объясню. Понятие слова и чеченов не было, и ингушей не было. Не сформировалось еще такое название. Со времен динозавра. 150 тысяч лет назад. Соборня, мама, дай-ка ответь. И дальше. Ну, хорошо, все, они, получается, уходят в горы, плоскость остается за этими монголами или там кто там, татаро-монголы. Плоскость. Да, все. Кто-то там оседает на этих землях. Теперь мне важный момент, при каком моменте мы
начинаем уже расходиться, то есть ингуши и чеченцы друг от друга уже размежеваются. То есть... Размежевание начинает происходить фактически то, что есть какие-то косвенные доказательства и вообще упоминания фольклорные, легендарные. Она начинается, вообще считается, что 17 век. За счет чего? За счет того, что некоторые говорят, что за географией, то есть, что было проще идти или вести свою деятельность, допустим, ингушам с теми, кто жил с ними по соседству, ну, грузины, там, кабардинцы, осетины, кто там прожил в это время. А чеченцам, само собой, территория чуть иначе была, ближе к востоку, к северу, они вели с другими. Интересы как бы размежевали. Там говорится о 3 обществах. Шуатуай, Галгай и 3, чтобы не соврать, то ли Ченты идут тебя, Ченты идут Мяцун. Там 3 общества призываются. То есть, 3 общества призываются на последнем Мяхеле, где собираются вместе, вот, который вообще говорит, собираются вместе, и там шли вот такие же разговоры о том, что являемся ли мы одним народом, не являемся. И когда сказали Шубут и Шуатой, сказали Тхонох Чиду, Дольшду, да Эш, да. Ченты то же самое. Даже говорить не стоит, мы никогда не отсоединялись. Эти 2 общества остались в составе, а Галай сказали, отдельно до. Отдельно дала, без всякой крови считается и говорится, что разошлись. После этого разошлись. Вот теперь мне интересно важный момент. Каждый ушел со своими, там как-то... Что было дело, Рамзан, сейчас я отвечу сразу. Этот момент насчет Вэппи, Ушмиш Жархуайри. Жархуайри, да? Цыга Хаган Амад. Цыга, я вот из Хаган, да, цыга. Значит, Галгай Хам пришла. Видишь, Галгай Хам пришла. Галгай Хил Цел Сунца, Хаган Батюшюка. Там говорится конкретно Галгай. Там не говорится Джайрхуай и Вэппи, не говорится там вообще. Только Галгай. Значит, Галгай Хам пришла. Я не могу сказать, были или нет. Потому, знаешь почему? Потому что есть более поздние, то есть после этого времени есть периоды, когда у джайраховцев, якобы джайраховцы себя считали отдельной кастой и говорили, что они не входят в состав. То есть сейчас Джайрхуайду, но Галгадат, Ошметкшу, Альязин документ. Не было такого. Я не знаю, снова. Ваши дела я влазить не хочу. Можно? Нет, дело не дела. Если такое где-то записано, тем более как историкам, я не знаю, исследователям, я просто говорю, наоборот, там пишется, что они себя называют, но Галгай никогда не назовет себя Джайрхуай, но Джайрхуай себя Галгай называет. А давай я тебе тогда, хорошо, я тебе этот документ скину потом, хорошо? Посмотри, я врать тебе не буду, как там написано, сам посмотришь, хорошо? Машлам, а вот когда они на этом Мехкеле решили разойтись, там земельный вопрос вообще поднимался, кто будет где жить? Нет, там земельный вопрос, в принципе, общества были небольшие. И, в принципе, одно общество, которое отсоединилось, оно прекрасно знало, и на братские территории никто не претендовал. Ну, то есть, а вот в те времена разве были какие-то вообще между ними, ну, какие-то даже просто вот условные границы? Вот, не вот это вот конкретно. Не было. Если ты про границы говоришь, не было. Просто знали свой шейламбой, каждый знал свою гору, свою ущелье. Да. Это знал, но... вот, да, например, смотри, вот если касается, что Назрани, уже сейчас подойдем ближе вот к тому, что Магомед говорил, что это были чеченские земли. За каким тейпом, например, вот эти земли числились на тот момент? На равнине тейпы смешивали, там уже не было никакого. Тейп образовали в горах. Нет, только что Башлам сказал, что каждый знал свое родовое место. Они жили в горах. Сперва я потом Мамонт ответит по этому, Дело в том, что осваивание равнины первыми начали спускаться чеченцы. В первую очередь. Второе, с большой Чечни, да? Леса большая. Чечни, разницы нету. Спускаться начали они, осваивать, то есть плоскостную территорию. За ним начали спускаться Уарспай. Вот. Уарспай, именно как общество, я тебе говорю, которое по частям Уабисволил. Это шло, дело в том, что оно шло не на запад только как-то, оно шло на восток, то есть дальше начали спускаться в Ичкерию, с центральной части по Шатойскому кластеру, по Аргуну, по Фортанге начали спускаться. Вот эти все они начали спускаться и осваивать. И в момент столкновения с какими народами, которые сталкивались, в первую очередь западная часть столкнулась с черкесами.
И вот вместе, Уарсхуай Нохчи, вместе как единый, чеченцы, там не написано, это Карабулаки, появилось название более позже уже. Не Нохчи себя называли. Понимаешь, они в этот период уже начали отбивать эти земли, и у них были с черкесами, и территория там идет на всех картах, идет как территория общая между кабардинцами и чеченцами. Там нету прослойки вот этого внутри, Карабулаки отдельно, да, это уже более поздние периоде начинается это деление. Вот так деление что касается ингушей, они спустились последними, в отличие там, от других обществ, даже от Орскхуай, от Эхты, они спустились последними. И вот когда они начали спускаться, сохранившие свое древнее верование, само собой, будь то язычество или христианство, они начали спускаться, столкнулись, здесь разные две культуры сталкиваются. Они, да, были одним народом, но уже с разными пониманиями и совсем разные вещи. Здесь мусульмане, чеченцы там, или черкесы, а здесь христиане или язычники. Мировоззрение было разное, да? Да, абсолютно. Это столкновение уже двух культур, исламская и языческая. Так, да. Но если вот исходить, Магомед говорил, что давайте... Вот Мухаммад он тоже вроде что-то... Да, Магомед, я ему и говорю, Магомед говорил, что не будем впутывать религию, как бы, да, будем говорить по конкретному. Две разные системы было, и все. Два разных мировоззрения, и все. Да, что? Магомед, скажи, пожалуйста, Назрань за сегодня каким тоже тейпом... два разных мировоззрения, даже? Не было, закреплено. Кто из чеченского тейпа открыл Назрань, как вот, освоил ее первый? Чеченцы. И там не было деления. Кто им? С какого тейпа? Один Сурхо, Чинхуа. Давай, один Сурхо, скажем. Давай, Милори тейпа. Один Сурхо разве тогда это был? Не, подождите. Вы освобождал эти земли, совсем. Допустим, пускай это будут тот же Бейбулат Таймиев или... Бейбулат Таймиев позже. Земли против кабардинцев воевал кто? Мамад, я могу назвать западные тейпы, если вы хотите, чтобы я... Давай. Смотрите, западные тейпы. Чинхуай, Бельтуай, Чанти, Зунсуай, Цигасло, Тунсуай, Ахкай, и вот все, которые непосредственно Гунуай, это есть конкретно задокументированный факт, что они эти земли освоили. Я свидетельствую, и он с Российской Федерации, я ушел. Нету такого документа, как и нету документа о том, кого они приняли. Там написано ингуши, здесь написано чеченцы. Но кто были ингуши, какие тейпы? Фаргиевы, Муталиевы, Гетагазовы, этого нет. И нету с чеченской стороны, это были. У нас, еще раз хочу понять, чтобы вы понимали, в этом понимании, чтобы ты знал, понятие как общество, как таковое, как фамилии, само собой, не было вообще. А что касается конкретно тейпа, вот этой системы, тейповой системы, в понимании в то время в Чечне уже нету. Потому что там уже идет как общая плоскостная территория, не закрепляется, не закрепляется, то есть и каждому принадлежит галаевцам, Масла Бахас. Назрань принадлежит там, допустим, и этим Евлоевым. Такого понятия не было. В то время все было. Кто спустился, разные родственные тейпы селились на этих местах. Вот я и говорю, а кто первый в Назрань пришел из чеченцев? Кто первый ее Назрань вообще никто не заселял, никто там. Это было вообще ничего там не было. Территория. Ты говоришь, что это были чеченские земли. Это как смотровой башни, Руслан, там ничего не было. Там не было ни башни, там была сторожевая вышка. Все понятно. Смотрите. А тогда как нам сейчас, конкретно выяснить, что это были конкретно чеченские земли? Это все указывают. Знаешь как? Была военно-грузинская дорога, и тебе четко указывается, против кого были построены крепость Владикавказ, крепость Назрань, крепость Грозная, крепость Кизляр, Петропавловская, Ильиновская. Четко Ермолов и до Ермолова указывает против горцев, чеченцев в основном, которые нападают на мирных людей, крадут, обезопасить. Были построены форпосты Владикавказ, Назрань, Грозный, Кизляр. То есть, чтобы у тебя было понимание. В этом случае... Внезапная, да, там... Для чего? Чтобы забрать земли у чеченцев или обезопасить просто Владикавказ там было? Обезопасить Амат, они когда они даже крепость залаживали, они говорят, чеченцы, когда вот русские построили крепость в Моздоке, они сказали, чеченцы нападают на эту крепость, потому что они считают эти земли своими.
Петя? Да. А, Магомед, а можно вопрос тебе задать? Моздоки? Скажи, пожалуйста. Моздоки? Скажи, пожалуйста. Моздоки. Считают Чеченцами эти они земли называли своими. же, чеченцами же они Это называли мы, жителей, Руслан. наши с кабардинцами. Кабардинцы же вроде из-за этого войну начали, российцы, Моздок, Строительство Айлай. крепости Моздок, Да. Хадица, давай. Нет, сам, или Хадис, чеченцы, или кабардинцы? что, Моздок. пришли? Я не буду говорить. Я говорю, когда они построили крепость в Моздоке, чеченцы нападали на нее. Вся история говорит, что чеченцы могли нападать, но вся история говорит, что кабардинцы именно вот они были как бы в договоре с Россией. Он тебе говорит о том, что нападение на крепости делали Моздок, Назрань, Владикавказ, Кизляр. Нападения делали чеченцы в основном. Не ингуши. Нет, это понятно. Он говорит, на Моздок делают нападение, считая это своей. Да, русские сами это пишут. Про то, что Моздок, первое недовольство кабардинцев было за то, что на их земле построили Моздокскую крепость. Ну, как это тогда у тебя? Вон это граница, наверное, между чеченцами и кабардинцами была. Вот так будем понимать. Они нападали, и на кабардинцев нападали, и говорится, что... Давай понимать так, как есть. Я понимаю, что нападали. Так и есть, ингушей там не было, там были чеченцы, чеченцы, кабардинцы и русские. Вот мы будем это обсуждать. Магомед, можно тебе... Магомед, я хотел бы тебе вопрос задать. Конечно, Да. Скажи, пожалуйста, а вот ты не находил такого в документах, даже вот я вот встречал такое, что они нас, как бы вот, карабулаков, ингушей, они нас называли одним названием, чеченец они нас называли, разве нет? Пока не было общей, это была общая, пока не было номенклатуры, да. А во-первых, Башлам, когда они сказали... Нет, они нас называли всех чеченцами. Они вас называли всех чеченцами, но они вот эти чеченцы, когда нападали, это были не ингуши, потому что современные откуда ингуши... ты знаешь? Потому что современные ингуши не вылезли еще даже из Асинского ущелья к 19 веку. Как понять, не вылезли, здесь не 19 веку? Не мигрировали. В 19 веку, мама, ну как с тобой разговаривать? Ну я не знаю. Да. Ну, Дарская долина, они будут считать, да? Дарская долина. Ахмад, если идет речь о ингушах, то ингуши, когда русские даже зафиксировали, когда попытки ингушей выселиться в Дарскую долину, они говорили, ингуши, когда выселяются, они с осетинами конфликтуют. Дуешь? Какой с осетинами конфликтуют? Я тебе приведу документы, где Владикавказ, Айлачхан, там пишут, подселить сюда осетинов, чтобы защитить их от чеченцев и от ингушей. Ну, чеченцев, ингушей были. Ингушей. Я тебе говорю, когда при шейх Мансуре Владикавказ крепость, они ушли, когда убрали свою крепость. Когда Владикавказ крепость они убрали, осетины отселились, а ингуши остались там жить. Ну? Фуну. Ну, что крепость, хоть. А, что крепость, худея, да? Осетину враждуют, ты же арцу пал, ты же. Вы там остались, бас, я смотрю, как я должен понимать. Давайте договоримся так. Уже первый час ночи, в любом случае, я хочу, чтобы вы понимали, терминологию, когда вы используете вашу терминологию, постарайтесь использовать историческую терминологию. Там вылез, подкосил, закосил, по морде дал. Просто цепляются за эти слова. И мигрировали. Когда мигрировали, это была ошибка. Я не хотел, это было не цель. Ты образованный человек, не глупый. Скажи, мигрировали, там спустились. Ну, когда вы просто на эмоциях говорите, объяснять надо. Не, ваши ж воларим. Дерцу, цвашиш халыч, фрида, халдырцам, я понимаю. Я в личном разговоре могу много чего сказать, но если говорить про массу, я не буду говорить, да? Ладно. Зачем мне? Ладно, так, Рамзан, твоя 5 минут закончилась. Если бы я это прослеживал, я был бы только рад. Ну, что я говорю, хорошо, если я сказал это, я извиняюсь. Это не целью, когда я высказывался. Мигрировали с Асиновского ущелья на Тарскую долину. Вот так я хотел сказать. Давай. Они мигрировали, вышли. Там, да, это конец 18 века, да, это русские там поселяют, потому что активно своими Кавказа российским начали. Тарская долина. Вот современный пригород, да. Дальше давай. Дальше.
Это сколько фамилий конкретно? Ну, вот просто там Я не несколько знаю. фамилий же. Я не знаю, и мне это не интересно. Руслан, Все ты понятно. держишь. Все Ну понятно. зачем это? Да. Это Не, отношения Руслан, не имеет. Руслан, Даже элементарно. Вот то, что вы не умеете, люди, абстрагироваться. Давай, может, еще обсудим, какой размер обуви у них был, я не знаю, какой цвет рубашки у них был. Нет, мне Ой, не интересно надо просто, делать. вот я к чему веду, там же Мамад, присяга Мамад, какая-то реагируй, была. я- Мы Руслан, общего разговора, да, мы да, держимся разговор. вы можете Мы сказать, растянем это слишком долго. Подождите. Смотри, Мамад, Подождите мне вчера минуту. скинули, Подождите, вы можете просто сказать, как я это сделал. Я не знаю, какие фамилии. Да, Сколько я не просто знаю, какие али, фамилии. вопрос закройте. Или вы Я не- местечковые Всё, свои разборки. Просто, Башлам, я к чему говорю про фамилии, почему спросил, потому что если это этот момент, то они же в договор вступили, что в обмен на то, что им будут помогать, они против вот этих ты имеешь в виду злых чечен. Назрановский, 810 имеешь в виду? Да. Там есть фамилии, там есть да? фамилии, 10 фамилий есть. Да. Это 6 фамилий. 10 фронтов, скажем так, даже. Да. Не будем говорить фамилии Ну, даже. хорошо, ладно. Ну вот они Башлам, 6 выселились, фамилий, 10 человек. Шесть? отдали. Нет, 1810 он говорит, там 10 уже, не 770. Да. Да. 6 770 Там есть фамилии, 6 да. фамилий, Аман. Ты можешь это взять. В 770-м 6 Хорошо, фамилий. Магомед. Там. Нет, Хорошо, в Магомед, 1810. Да. Хорошо. Не знаю, я 10 видел. Руслан хочет сказать что-то. В 1810 6 фамилий. Да, я Магомеду Хорошо, хотел бы хорошо. задать вопрос. Да. Да. Получается, вот эти ингуши, которые, как Башлам сказал, когда нас загнали в горы, они потом спустились, они же, получается, где-то жили же до того, как их туда загнали. Куда? Правильно же? Где-то горы наверное, вытеснили жили. нас. Где-то жили. Ну, наверное, где-то жили. Да, Ну, как ты думаешь, если они приходили, как ты думаешь, по-любому же каждый знал от отца сыну, где он жил, где его прадед жил, где его... Если учитывать особенности, особенности с памятью у людей, у некоторых, которые выступают на митинге, то люди, которые 20 лет, 30 лет тому назад мигрировали на чеченские земли, знать, что их предки там жили, то я сомневаюсь, что у вас к сыну передавалась достоверная информация. Митинги, Карабахи, элементарно просто. Давай. Да, Мамад, просто скажи, вы жили в Армении, жили в горах. Я говорю, от отца к сыну, это не факт, когда передают от отца к сыну. Зачем вы? Мамад, ты же мог сказать, вы жили в Армении, ты же мог вот так сказать. Рустам, да, я тебе почему-то Рамзаном путаю тоже. Рустам, Голова, если ты хотел сказать, G2, они не армяне. Ахмад, да ладно, тебя сейчас запишут Норницу в комментариях. Да ладно. Я не говорю это, ты мне приписываешь. Тебя сейчас в Ингуши запишут. Не говорил я, не оскорблял никого, не говори так. Короче, дело было так. Я так понял, они между собой хотят поговорить и разговоров вести нормально. Пока не хотят, надеюсь, они остынут немного. Я тебе отвечаю. Они жили в горах. Если ты хочешь сказать, что до освоения, когда имеется в виду, загоняли вверх такого количества, как народа, не было, Рамзан, Рустам, не было. Да. То есть это уровень, чтобы ты понимал, на 1810 год, было всего лишь 9 тысяч. 9-11 тысяч всех вместе взятых ингушей и всех 11 тысяч. Для 11 тысяч человек плодородные плоскостные территории до Моздока, до Ставропольского края не нужны. И нету просто-напросто никаких фактов найденных, археологических, что они проживали. Допустим, нагайские, там есть, что нагайцы там проживали, то есть когда эту землю освоили, завоевали у кого-то, загнали в горы. Но там была другая культура. Если мы говорим об Аланском царстве, это было все-таки общее государство, понимаешь? Чтобы было понятно. То есть ингуши, там, карачаевцы, чеченцы, все вместе. Это цачуар, перцыга, мадардич. Если ты хотел к этому подвести, я тебе отвечаю. В то время ингуши, что они были на плоскостных территориях, это сейчас начали говорить. Сейчас начали возвращение на ингушей на плоскостные территории. Ну, по сути, если говорить. Но сам подумай, Рамзан, ты и двое твоих братьев. Вам говорят, 100 гектар лах душон,
Шашинциноге бяшлели. Шуншинстаган. Чтобы ты понимал, вот километр вам дали, 500 метров твоих, 500 твоих. И ты понимаешь, что даже эти земли ты освоить, пока у тебя не пройдет 100, 200, 500 лет, чтобы вы размножились и нужны были другие земли, нужно огромное время. В то время не было такого количества просто-напросто всего на душу населения. Если в начале 19 века было 11 тысяч, чтобы ты математически понимал, 100 лет назад, если ты перекрутишь, их должно быть, уже не 11 тысяч, а должно быть 1008. Еще 100 лет назад отодвинешь, их должно быть уже 5000. А 5000, чтобы ты понимал, для 5000 человек одного Джайраховского района, грубо говоря, достаточно. Понимаешь, о чем я говорю? Поэтому нету, просто-напросто нету базы научной. Башлама, тогда, да, хорошо, да, я понял, что у ингушей там ничего не было, а как нам теперь узнать, что там, имеют чеченцы долю на эту, скажем, объясню претензии? тебе. Хорошо, я понимаю, что ты хочешь сказать. Да. Смотри. Про ингушей я понял, что ты сказал, что они как бы... Смотри, обосную тебя. Право на землю как у нас отмечается? Если мы мусульмане, то как-то по шариату, я думаю, мы должны... Исторически вообще, исторически. Как? Кто первый пришел? Смотри, того и земля, правильно? Если там эта земля, если она переходила без конца из рук в руки кому-то, тот, кто на ней последний жил, если... Кто завоевал, тому и принадлежит, правильно? Кто жил на ней, да. Получается, да, если так исходить, то тогда и казаки имеют право там жить, потому что они ее завоевали тоже, правильно? Да, они завоевали ее и жили на ней. Когда начали жить на этой территории ингуши? Они начали жить на этой территории тогда, когда на эти земли были завоеваны царской Россией, построены крепости, и они подселили к себе лояльные общества. Снова же, их не называют по фамилии Осьёвщиц, их просто называют назрановцы. К ним могут относиться любые фамилии могут. А может, среди этих назрановцев были там, я не знаю, может, там и чеченцы были. Я не знаю, приблизительно. Но называют их по местности, по крепости Назрань. Если это Грозный, грозненцы, допустим. До этого периода, чтобы там жили, что у нас там были какие-то, но ваша ученый не скажу, преобладающее мнение людей, как ваши там находились, они говорят, мы были, вот Хасан вчера был в эфире, он говорит, мы были под кабардинцами, и они говорят, Гелайстан, доминирующим народом были ингуши-бахцы. То есть под кабардинцами доминирующими были ингуши-бахцы. Но если это так, если ингуши ни с кем не воевали, если их никто не уничтожал, почему в геометрическом прогрессе Гелайстан, который захватывал чуть ли не всю Кабарду, там, плоскостную территорию Чечни, Малую Кабарду, всю Ингушетию, вплоть до Дарьяльского ущелья сидели кабардинцы, куда эти ингуши делись? Если преобладающие, они говорят, преобладающее большинство в этом государстве якобы были ингуши, тогда где они? Почему вот раз и исчезли? И осталось их 9000. Они ведь ни с кем не воевали. Как таковой не воевали. В то время монголо-татаров нет, хазаров нет, никого нет. Это период уже 16-17 века. Где они все? Была же, как говорится, как пишется, чума, да, какая-то, которая много жизни покосила. Я знаю, да. Чума не могла скосить столько людей. Братан, и так не может. Почему? Почему? Смотри, в одной только, давай вспомним чума, которая в Европе 100 миллионов жизней унесла. Почему не могла она? Не 100, вроде бы там не 100 было, там говорится до 20 миллионов. Ну да ладно, суть не в этом. Я тебе хочу объяснить. Не может чума действовать только на территории Ингушетии. Эта же чума должна действовать и на территории Чечни и Кабарды, правильно? Верно? Да. Вот тогда возникает вопрос. Ваши сегодня выкладывают паблики и говорят, что чеченцы приходили, обворовывали дома карабулаков и ингушей, которые умерли от чумы. Чухущие последний денушка и пабличка. Какая-то странная чума. На чеченцев, которые оборовывают эти земли, территории, она не действует, а именно на ингушей, кабардинцев и карабулаков действует. Это что за чума такая? Нет, почему? Региональная? Нет, почему? Нет, я не считаю, что она и на чеченцев там что-то не действовала, или там на кабардинцев не действовала. Нет, я тебе говорю как факт. Не читал тут. Есть материал, я тебе скидываю. Я просто говорю, еще раз.
нету ни в одном месте, ни в одном документе, Рустам, ни одного документа, где сказано, что чума скосила 90% жителей Малой Кабарды, Ингушетии или Чечни. Нету никакого. Да, чума была, да, она свирепствовала. Погибли люди. Ну, погибли везде. Везде погибли. Понимаешь? Это уже говорит о том, что если чума была, от нее погибли везде, ну, даже в этом случае это же должно быть зафиксировано. Хорошо, нет у ингушей, у чеченцев. Кабардинцы же должны были это зафиксировать, черкесы. Но и там тоже не было. Получается, что... Ни у кого не встречается, да? Да, ни у кого нет. Говорит, все говорят, что была чума. Но не забывай, что это чума. Матьязинду, ажай, чума. Это буквально про чуму, когда говорят, это 18-19 век мой царючек, фактически. Это не 15 век, Ваша, не 14 век. Это вот буквально, если об этом пишут царские, писали, царская Россия пишет об этом, что голод, чума, халасига. Цундера, я хочу, чтобы ты понимал, если ты говоришь, на каких правах там, кто первый. Дело в том, что велись войны между кабардинцами и чеченцами за эти земли. В этом плане прав Мухаммад Магамбауи, он прав. Почему? Потому что велись войны и границы, и на всех картах везде указано, что граничат чеченцы. Но в терминологию чеченцы, в этом тоже и ты прав, в то время входили и Уарства, и Галга, и все, возможно. Мы это говорили раньше так, но сегодня ваши историки доказывают и говорят, нет, мы не были, мы были отдельно в Ахцар. А раз были отдельно, тогда там указываются только чеченцы. Граница с чеченцами написана. И ты мне много раз заходил и писал, мне говорил, а где на карте Ингушетии? А Щукар Чумосускус. Я и тебе объяснял, и другим объясняю. Не было в то время образования. И Ингушетия, как район, даже автономный район, образовался в 1860 году. До этого такого понятия не было. Тарская долина и Ангушт, даже если мы берем вторую половину 18 века, с 1770-го, даже в то время определенные части назывались ангуштовцы, после начали называться назрановцы, джейраховцы, фапинцы и чаройцы, маслабахасам. Они так именовались. Потом уже, когда в 1860-м объединились, стали уже ингушами, ангуштовцами и потом ингушами. Что касается калканцы, там, македонцы, хонгельдонцы, спартанцы, амазонки, вот эти темы за уши взяты и притянуты. Очень сильно притянуты. Почему? Потому что мы начинаем говорить, что у нас там были амазонки. Ну, блин, это просто-напросто щитоносцы, это калканцы там, и так далее. Но это тоже из той же области, как сейчас у нас там кто-то показывает и говорит, вот было Гелахайстан был государство, ими управляли черкесы. Гелайстан, Хайш, она там чуть ли ни ингушей, ни чеченцев, никого нету, и до Каспийского моря выдуманная какая-то территория. Ну, кто, где? Если один раз написано, кто-то по ошибке мог написать. Если у тебя есть несколько подтверждений, это уже совсем другое. Поэтому, с точки зрения, если мы говорим, люди, которые слушают и которые говорят, должны... Были там, нет. Как ингуши не было до 1860-го. Согласен. Чеченцы там появились, как название появилось чуть раньше, точнее 1700, некоторые 1706, 701, а некоторые говорят 1650. Так, Собордела. Есть запись о том, что из Карабулака умерло 4, из каждого 10 кабардинцев. Вот, а есть запись о том, что из каждых 5 карабулаков 4. Но вот в этой области Белаш, карабулаки и кабардинцы, то, что вымерли. Именно об этой области говорится. Видишь, из сообщения я это сразу говорю. Поэтому то есть все-таки, значит, умирали кабардинцы тоже, получается. Конечно, есть запись, умирали. Да? Умирали. Я тебе про что говорю. Фиксации и снижение населения, они в Кабарде, может быть, у них есть какая-то таблица, по которым видно, сколько человек умирало, сколько не умирало. Но если, Рустам, ты должен понимать, это время, как указывают ваши ученые, говорят, они были под кабардинцами, как являясь подданными кабардинцев или того же Гелайстана, у них должны быть списки и тех, сколько погибло там ингушей.
если они таковыми там были. Я тебе могу объяснить, почему. Мы с тобой обсуждали, помнишь карту Малая Кабарда, где записано псидавцы, чеченцы? Там же у них есть эти списки. Когда поселились туда псидавцы, чеченцы, количество их, сколько этих человек, в каком селе. Но однако таких же. Карабулаки тоже там есть. Если там есть ингуши отдельно, они должны показать как ингуши. Но этого нету, к сожалению. Или к радости, я не знаю, может они больше. То есть, чтобы можно было сказать, что нас было раньше 200 тысяч, из них чума убила ровно половина, 50 тысяч, но этого нету. Это как он, Артем рассказывал, что Деникин напал и 18 тысяч они казаков положили. Ни в одной книге этого нету, нигде нету. Где эти казаки 18 тысяч, которые погибли? Тут речь не идет о том, что меньше воевали ингуши. Нет, ну просто факта самого. За всю войну Деникин на нашей территории, Чечне и Ингушетии, не потерял 18 тысяч. Мы просто любим сочинять вот эти сказки друг другу на уши, лапшу вешать, чтобы показать, что мы такие крутые. А дальше такая вот ситуация. И я надеюсь, они остыли немножко. Ну, мне, Башлан, знаешь, это что еще интересно? Смотри, теперь, получается, мы подходим к такому моменту, что мне интересен момент, когда чеченцы ингушам передают земли, да, получается, в пользование, да, какое-то там, чтобы они пользовались, да, ими. Вот я слушал Амина Тевсаева, где он об этом рассказывает, что они будут давать там часть военной добычи, какую-то часть будут делиться там, что-то вот этот момент был такой, да, в истории? Ну, это уже детализировано, я не знаю, как вы обсуждали с ним, я просто эту тему немножко, и у него я не смотрел. Мусос зашел, да? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Я хочу, чтобы было понятно сразу. Касаемо общей характеристики, Рустам, если ты хочешь посмотреть, у вас на портале парламента Республики Ингушетия есть договор. Там четко каждая вещь по пункту расписана. Как дали, зачем дали, сколько дали, когда дали. По этим же пунктам, сверяя документ предыдущий, который был заключен договор между кабардинцами, чеченцами и назрановцами, то есть ингушами, которым дали спуститься, там написано, что мы там разрешаем братьям нашим расселиться при условии, что они примут магометанство, построят мечети, и они расселятся там. Но само собой, ну ты понял, да, дальше? Не объяснять, что ты... Башлам, вот со вчерашнего дня я наблюдаю за этими дебатами. Изначально вопрос поставлен был вот так. До гуняден назран еш, да, цу войны еш, я свой йол щек монах измехтах вахтин адох. Да, само собой, никто не говорит. Мы просто хотели как бы справедливость, да, короче. Его посыл был таким. Дал сагу дойлшин, нохчи, шуцахаляхар, наздан, тун, хрия, царали. И признать, знаешь, вот этот посыл я как бы понял, да, Мугамбу хотел как бы. А это восприняли в штыки, короче, махюх, короче, исламосту, Ахмад Барху. И волшим, совочувала, целоцу, блокировать нож, да, эфире, хажется, YouTube, чуабен, да. Короче, просто элементарно, да. Освободила, освободила. Шинвашу, пока я вел эфир, Шинвашу, донаты, айтин, Аллах, дал сау. Дал сау, да, что будет Сега просто, примерно, наздание, аж был, принижать без шума, да, хюма, да, наоборот, и факт признать, да, гордол, латнаш, нохчиш, да, кабардинч, нагайчикар, отбит, диндар, нохчиша, кабардинчикар, отбит, деш, спорный, да, юхтах, спор кидать свое твой баст был. Салам алейкум, салам алейкум, Башлан, салам алейкум. Вай бусул бнахну. Вай бусул бнахну, короче, вай цаум до. Ни тебе, ни нам, короче, вай уметя было, вай вежри был лямшка аж.
Аметик больше. И так бусол бдинт ицитен, шей латалило, шо вахуж бойл, вахма хожина, шо вежерш, короче. И факт просто признать, бас тхалербен, хиум хардацар, просто и признать, видишь, и он блахает мугамбос, короче. Это в штыки принимают и признать, ведь войну, вошел чалу, вот и дальше, короче, хиумада, и оскорбление моя, короче. Башлам. Башлам. Вот этот момент, что этот Багамбу говорит, что там чеченцы, кабардинцы, там же то время кабардинцев не было же. В этот момент. Период какой? Период, именно вот этот период, там кабардинцев уже не было. А кто был там? Бембулат Таймию. С ним был кто? Да ты чё? Сендырки, его близкий друг. Они, кабардинцев там вообще не было же в то время. Проблема, знаешь, в чем его? В том, что он когда говорит, что чеченцы болшхена, там, само собой, там чеченцы имеется в виду чунцане, если детализировано, это верно. Он под чеченцами имеет в виду, что поскольку воевали, когда в основном на стороне имамата. Этого Джамбулата убили, или Винцавин Ляцаус. Там 6 казаков было, или Циклаури, или Дахкильгу. Кто-то из них был. Когда его поймали, этого Джамбулата, Хасают, Ауган, по-моему, расстреляли или повесили, не знаю я. А тот момент... У Пота пишется, что Бимбулата убил кумыкский какой-то. Не убил там его, сын. не убил. Его отравили на кумыкской свадьбе, отравленным, его лошадь довезла до дома. А сказки, то, что кумыки рассказывают, что там его после отравления там голову человек пичу. И есть до сих пор живые потомки Бибулата Таймиева, я с ними общался. Его отравили на свадьбе, его пригласили, его отравили. После, когда он ехал домой, во время 3 дня он лежал в кровати, и его отравили. Нет, я понял. А у Пота, я просто говорю, в книге у Пота пишется, что Бимбулат был уже ранен, и у него были проблемы с ногами, он скакал на коне, и ему навстречу выехал сын, которого он когда-то убил. Я говорю, я знаю, то же самое про Ачирхаджи рассказывают, что Ачирхаджи убили. Прямо там убили. Но его, на самом деле, его потомки рассказывают, его не убили там. Он раненый ушел оттуда тоже. Это царские спецслужбы, чтобы обострить... Это то же самое, как сегодня... Ну ладно, неважно. Да, так и было, короче. И вот еще момент, со вчерашнего момент еще один, который там говорили, что исцеление Фаргиевы, подданство, акт подписали аж. Да, была тема такая. Это я не знаю, где этот акт подписанный, там написано, что мы с кем-то будем воевать или что-то такое. Не было такого. Ваша, этот момент я хотел, короче, вчера был интересно. Во время войны тоже русские в Москву типа заявляли, мы там Бамут взяли, мы там это взяли, аж типа этого. Назановцы подписали, и часть Карбулаковой акции, часть Карбулаков не было. Тогда из этого селения аманат дали, договорились, что они будут нападать друг на друга. Это совсем другое. Сейчас там где-то как-то что-то, естественно, документ нигде нету его. А еще момент один. Вчера Барху Ахмад говорил, что Карбулаки, Эль-Хотови просили помощь у кого-то, мол, типа от шейх Мансура, чтобы защитили. Это тоже не было. Там момент был, осетины и карбулаки попросили землю. Осетины и карбулаки совместно. Вот такой документ я встречал. А вот этот момент, карбулаки и кабардинцы, официально документы там написано, карбулаки и чеченцы дали землю. Вот такой момент там был. Верно. Есть такое дело. Все, давай объяснял. Голцнах, сам Эдерс Башлам. Мне стало вообще вчера довольно смешно, и цех Алерсом.
То есть Ахмад говорит, что Фаргиевы и кто-то там подписал акт, и поэтому они ингуши баарицу, короче. То есть ингушом становится в том случае, если ты подписываешь акт присяги подданства крепостной России, да, как бы. Так я понял. Не знаю, так или нет, но я его сейчас позвал, сейчас надеюсь, он тебе ответит. Вот что он, Ахмад. Ассаламу алейкум. Да. Ты чуть-чуть воды выпил, успокоился, что ли, да? Да. Сам спокоен. Красавчик, давай. Хумамыца забрешь, да, как бы. Доудиш, гордиш, хаммада, ацартигиш. Ну, со стрелами. Сердечко, ух ты, магамбо. Вош, я хочу с документы, доложды, документы жар. Походишь биот. И Ватсон, Ахмад. Нету его, да? И сейчас он сказал просто, высказал тебе свое мнение. Да. Вышел. Там просто написано, так вы мне теперь, вы мне теперь ответьте кто-нибудь, как теперь вот ингуши и чеченцы, вот заключительный этап давайте подведем, раз мы этот разговор начали. Для тебя заключительный согласен. Нет, здесь в очереди люди стоят, я по очереди принимаю. Я понял, да. Вот мне интересно теперь, как они... Вот... Руслан, можно я отвечу? Это давай. ответ был, да, просто Сол хачуянчу башлам, ялыр нохчиж, но постал диаться, лях ахейшап хотя признать. Субханаллах, сел аз дитер из детсри. Да, сел он аз дитер из детсри, набрал. Я же это подтверждаю, что нохчи как бы впряглись перед кабардинцами, поручили за ингушей, как бы им дул, да, я это вижу вот так, я это понимаю вот так. Ахмад, собор дела, 10 минут. Ажа 006 аватар кюа хватин, то ли чимай аватар кюа хватин, а дугуак, ажа хокчуа ас диехардин, гилкия, хаз уаз двист хуршвек, чуа вичуок чуа. Я тебя принял с надеждой, что хокуна хвош, хоберша хвош, хогилки хвош, а принять винос. Закрытый аккаунт. Ты заходишь, аж опаш, бичи, сказк, бичи, больше, а камеш, одяж вала, а 5 секунд, давай второго. Там можешь рассказывать другим. Здесь люди пытаются найти диалог, пройти этот путь, чтобы мы пообщались между собой по-человечески. Хочу вян, ящер, камеш, уняди, хер смешно, веш смешно, бос, моится, да и да моится. خاطر دلع هتشوفه احمد ورستم ون هوكشوا خاطر بولا кнопочный герой махла кнопочный герой хлорсат я цвервацеров чё Ногчи Германии 001 я принимаю, если у вас не принимается, я не знаю почему. Вот отклонил Алязинюк, я тебе уже сколько раз отправил, отклонил. Я по очереди вас принимаю. Дальше Ахмад, hala. Докхамдар ол кысак принимать, велхай пошла. Я по очереди, Рустам, что ты хотел в конце спросить? Я не понял. Вопрос последний, какой у тебя был? Ну, в общем, как я понял, значит, вот эти плоскостные территории чеченцы начали осваивать и, получается, столкнулись с кабардинцами, за эти земли вели с ними войну, правильно? Ингушей не было там, вообще не играли роли никакой. В этом периоде не было, да, верно. Так. Верно. И она была... Хорошо, ингушам она достается после прихода русских, да, как русские завоевали эту землю у чеченцев. До прихода там уже осели. То есть осели, уже договориться бусул осели. Ну, до прихода, до второго прихода, до второго. Вот. То есть они осели, жили там, потом уже приходят русские. Что касается даже этой маленькой территории, которая Малая Кабарда называется, эти земли и Сунжинский район, сейчас многие начинают говорить, что, мол, это наши земли, туда заселили терских казаков, но никто не говорит из них, и не говорит, что Бек-Черкасский, который являлся хозяином этих земель, потому что это была частью Малой Кабарды, и на картах, и везде указано, что Бек-Черкасский как раз-таки продал эти земли царской России. У него нет, он продал ее России. И Россия купила это Сунжинский район, как раз таки, о котором мы говорим, Лакар часть, чтобы не путали вы.
Это со стороны Карабулаков, которые... Да, да, это который вверх, Моздок и Лакрил часть. Малгобекский район. Ну, мало ли, где была, ты знаешь, Малгобекский. Малгобек, да, Малгобек. Вот таким образом, чтобы было понятно, речь не идет о Тарской долине, речь не идет то, что тутиги раньше спустились, это понятно. Речь конкретно, если говорить о Назране. А можно теперь тебя прямой вопрос хочу и прямой ответ, без как бы всяких. Ага. Скажи, пожалуйста, ингуши вот вообще имеют право на твое вот мнение личное сегодня вот? Имеет их кто-то право упрекнуть, что вы живете не на своих землях, это наши земли, мол, типа, убирайтесь отсюда. Ты про Назрань говоришь? Назрань, Малгобек, сегодня вот, который сегодня... Малгобек я не буду говорить, про Назрань скажу. Про Малгобек я не буду говорить, хорошо? А почему? Ну, у меня вот такое понимаю, потому что Малгобек, там территория, когда я про Малгобек начинаю говорить, это Орскла, Шбутига, они... Если мы говорим о двух регионах, как российских, да, никто не может ничего говорить. Вопрос уже решенный. Но, что касается Назрани, я считаю, что сегодня, через 200 лет, обсуждать, кому земля принадлежала до или после, не стоит. Я согласен, не стоит. И бах, и сейчас. Но, Адухуаг, Рустам, проблема в том, что если мы говорим, несмотря на то, что ты чеченофоб, то, что ты в пабликах пишешь ерунду, то, что мне скрины твои скидывают, я тебе говорю как есть. Я считаю на сегодняшний день, я считаю, не переходя всякой личности, мы говорим об историческом... Как понять, нет, Башлам, подожди минуточку, как понять чеченофоб? Это как, что значит? Это ты сейчас меня... Ну, прими это за комплимент, прими. Да, это вот... Нет, ты не понял. Нет, я не могу это принять, я это не принимаю. Потому что вот здесь, пока мы с тобой разговариваем, пишут, ты не видел его паблик, посмотри на его страницу, он что про чечен... Хадукуаг, я тебе говорю, не в прямом смысле. Это имеется в виду чеченофобия. Я же Амаду тоже, Барху Амаду говорил, признай, что ты чеченец, да, да, это хуже, чем чеченофоб, чтобы ты знал. Да, чтобы это ему просто... Он и так вчера себе приговор написал, когда сказал Башлам, да я резал ему там и так уже за это. Ну да ладно, я тебе объясню. Назрань и назрановские земли, или касающие эта тема, честно тебе скажу, валлахи, я учился на истфаке, никогда в жизни, кроме что вот эти документы, когда ты лопатил, не обсуждались. Эта тема началась именно конкретно сильно говориться, когда начали говорить по шариату решить дадезвой хандулат в лесной части, которые были украдены в 2009 году. Вот эта тема началась с этого. С этого куска пошла тема Сунжинский район, это вот который Амад знает, о каком Сунжинский, казачий округ Юбяхага, потом перекинулись туда. Потом, почему я тебе объясню, эти, перешли сразу на Сунжинские казачьи земли, 34 год. Потом они сказали, не, мы 34 не согласны, 24 элица. Потом перекинулись на Урский Шилковской район. Тогда чеченцы сказали, соборди, шарк дейсу. Каждый начал говорить, шарк по шариату решает, дадес, по шариату решает, дадес. И тут то, что я заметил, а я блогер, я это замечаю очень сильно. И у меня в эфире люди говорят, стоп, Башлам, они говорят все время о шариате. Да. Ну давайте тогда, если они хотят про шариат, давайте по шариату решать. Мы им разрешили первым осесть на назрановских землях. Давайте решим этот момент, когда они нарушили шариатский договор между мусульманами, ингушами и мусульманами-чеченцами, заключив договор с царской Россией, которая была христианской, и, нарушив этот договор, осели насильственно на мусульманские земли. Я хочу, чтобы понимали. Так тогда же не было как такового ингушского народа, ну, в плане не сформировался еще, ты же говорил, что они не могли от имени всего ингушского народа предать чеченцам. Это понятно, я тебе не про это говорю. Мы же говорим, когда говорит сейчас, это предел был весь, понимаешь? Назрановский округ, Джайрах, вот этот кусок, вот этот пятачок, больше не было Ингушетии. Верхней части не было, нижней части не было. Вот эта вся земля была. И пригородный район был в составе Ингушетии в то время. И да, свой дючтек. Я тебе про что говорю? Когда начинает Амаз Мубах, Амад же сказал, упрекать начинает, вот когда говорят, мы один народ, мы не один народ. Если так захотеть, ты можешь зайти и сказать, Соборди, давайте скажем, 3000 лет тому назад, во время Ноя, где были чеченцы и ингуши? У них один отец был, да. О чем мы сегодня делим? Дадоль этя. Ну и да, свой дючек. Люди размножаются, расходятся.
укрепляются на территориях, если ты уже, и как сказал Хасан Бакаев, я полностью согласен. Да, корни у нас одни. Мухаммад Убах не одни. Это его мнение. Есть доказательства. Потому что что я за историк, если мне Амуд, сидящий с ним, скажет, даже Абадиев, который не знает ни А, ни Б в истории, сказал, когда его Азамат начал с ним говорить по книге, он сказал, Шекуяц, буквально в 16-15 веке, Вайцакам Хилайлут. Хотя после этого он оскорбляет, называет нас нагайцами и все. До этого Цахилаба, даже этот человек, не имеющий никакого понимания в истории. Я хочу понять, если вы отрицаете эти вещи, вы хуже Абадиева. Идриса именно конкретно. Абадиева. Смотри, я тебе хочу сказать, если бы... Освободил Амад. Просто-напросто, что в голове у Мухаммада, что он хочет сказать, он может иметь одно дело, он вчера Амад прямо и сегодня он опять пальнул. Мухаммад молодец, хороший парень, он эрудирован, но Амад сихло, вот сейчас он успокоился, видишь, какой хороший парень. А он стал обычным, настоящим, он стал. А когда мы себя ведем как женщины, как базарные бабки. Женщина мало, это эмоциональный разговор должен. Женщина, да, женщины сандутся. Не надо. Нет, я сказал как. Я не сказал, что мы женщины. Как да вообще? Как да? Не нравится, правда? А разве на базаре себя по-иному ведут женщины? Ладно. А вот на базаре эти жёлки звучит, он начал хамелдить бау, тут серьезную тему решают. То есть, Башлам, я как понял, все-таки чеченцы по сегодняшний день имеют притязание на Малгобекский район. Ну, вот так, если я... Потому что ты не хочешь об этом говорить, но я понял, я не что... хочу говорить не из-за того, что... Нет, у меня претензий нету. У меня нету никаких претензий. Скажу так. Законом Чеченской Республики, Республики Ингушетия приняты по границе, вопрос решенный, зафиксирован. Я ничего не говорю против этого. Почему? Потому что там уже вопрос решен. И вот эти бестишковые разговоры только доведут до того, что рано или поздно какой-нибудь дурак с той стороны и какой-нибудь дурак с этой стороны возьмут оружие в руки и могут пролить кровь. Руслан, Хадиалдос, вот почему Руслан, Хадиалдос, тут связи вяли, аздукхам объяснить, дарон, что есть Халитхан. Тут связи, вала, лички вяли, номер, аздукхам объяснить, дарон, башлам челдика. Как бы. А, все, видишь? Так грамотно, Амад меня сразу на меня наехал и закончил. Я как чеченофобу лучше объясню Яхас. Я бы ему лучше да, это правда. Когда вы вместе, вы сила реально. Да. Я просто что-то... Бях мобила шапша, уэл воку, симаз усон дистелер дегедан интердол, симаз шадуахта у баг рустамец, он бик уэс бах, я как-то это. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Башлам, объясни всем, кто не понимает, кто был на этих землях до прихода русских, как это было. Дарьяльское ущелье кто защищал? 1540 год. Хочу я хоть ахадица и свидетельство ответить. Как кабардинцы завладели вот этими нашими чеченскими землями было? Как завладели? Завладели, отдали свою дочь замуж за Ивана Грозного. И после этого, через 100 лет, Потемкин приехал и поставил 23 кабака кабардинских на чеченских землях. Вот это второй вопрос. Рустам, как думался за вопрос? Ты хороший историк. Бархо, как это за вопрос? Вы откуда? Вы Мичертушу, Ламчур, Ингушетия? Докшар, Армения. Мою фамилию ты спрашиваешь? А вот это Армерицевич. Место, ваш род откуда вышел? Род? У меня Джайравский район, Тумги, Голушпе конкретно, если тебе. Хорошо, тебе такой вопрос. В каком году, когда спустились вы с этих мест? Я не знаю, в каком году я предки спускались. История. За какие заслуги и в каком году? Вот это исследуй. Оставь чеченскую историю и чеченские... Знаете, история, амин. Бархо. Хорошо.
Послушай, для меня не было, знаешь, таким прям важным, когда, в каком году там они спустились. Ты обсуждаешь чеченские земли, но не знаешь, в каком году спустились твои предки с гор. Ахмад, вот тебе такой вопрос. Ты говоришь по истории, Дельге Цакам Халду, Нохчи Халду. Ты сейчас... Он не говорил этого, это я говорил. Это я говорил, Симаз, он не говорил такого. Не, он же говорит, что историю опровергнуть надо, Академию наук опровергнуть надо, все это опровергнуть. Если он не хочет этого опровержения, он должен заявить, что он чеченец. То он готов на это или нет? Нет, вот смотри, Арцхоевский, я тебе просто коротко отвечу. Меня спросили же конкретно, откуда я родом. Руслан, ну мне задали вопрос, ну я что тут, пустое место что ли? Мучар, адаса там хаталайсу в начале. Sen ders publikasyonu çok olsa, amitçi haberine, haday muhlı, mitçi beyaznak. Ну, 16 веке дали царский долин, Цадаряльский ущелье. Люди должны отвечать. А публикация шли, Ханязино, комментарии ты сразу удаляешь. Не удаляй комментарии. Комментарию рознь бывает, чтобы ты знал. Нет, сейчас тут пошло уже, когда твои предки... Ответить, Дуаз. Руслан, вот ты не даешь мне ответить. Сумбалин виноват, так было интересно ему ответить. Ну, ответишь ты или нет, Ахмад? Мишар Абесап, я хочу, в 16 веке осваивали вот эту Тарскую долину против этих кабардинцев, которые в 19 веке уже чеченцы с этими кабардинцами, которых кабардинцы зачистили Туяхашпес, Кабаки. Потом по Махмуду Яхашпесу не давали то ли задань там, где разрешили жить как подданные, что ли, получается. Что назрание качаптах. Причем тут назрание от Тарской долины? Это вот так. Нет, не Тарская. Мучар, Одесса, вот путь миграции надо же показать. Это полностью. В том плане, что от Яхашпес признать, и ты зря, вообще, Башлам, что я еще раз говорю. Помогли, я это говорю, Бусов, ты если как поручители, это ты кабардинцы шталха, в моем видении, это вот так, освоение назрания, помощью чеченцев, там без разговора. Но когда говорить от Магамба Зяхара, признать DLC, он не просто говорит признать эти чувства, хадах дезирж, ну яхит. Шала, тем. Хал, Ахмад, хал. Тор ваштко нохчу яхчин так. Яздер Бардейн, оказывается, я его неправильно понял. Тора, он мне в личку написал, скриншот показал. Там в контексте Цанхалхи уже сообщение по борьбу. Так что ваштко нохчу Алх деду пентервалар вехасейн. И тях по документам, да, Рустор, Ачвянта. Тях, что Мусос Ялармосан, да? Пошла. Он задал вопрос, вышел, да. Да, я начал вопрос, конкретно Сундейн жду документ, Сундейн, я не знаю, может разных полтерлуж, но Сундейн жду документы осетины и карабулаки для защиты анлахи. Здесь шуала дары Спаргиева Яхашхан на условиях ингушей Эльвалт. Принесли поднос на условиях ингушей. И дали аманат. Барахо. Барахо. Шимазина коч ответ. Саджваб саделарала дадила. Шала Мухаммад Ахатар пригородный район Хайну Аль-Кахтрия. Слушай, чага алчи меру элерчу. Ладно, что ты думаешь? Тут я алыр сабыр дела. Личи меру сабыр. حاجه من هي دالش تلقى حاجه يو اصلا باش نديرو Ажо, тут чага элансер. По очереди. Нет, с самого начала хорошо, хают. حجام من ورا
عمل بانيك والله هيكون ده قولتها محمد هيدعي شيء ما جنب أول لتيلرتو محمد وي شو دعي لتشون ده قولتها البانيك والله شو دعي لتات إيردو شو نيجي مرو إيرلا نقطة بشلا حاجة سونجنسكي مالجي بسكرون حين وألين تصبيق وبرصنا مش حين لا تقول Сунжинский, Молдавецкий район, кому? Молдавецкий, что башла ответ долларом? Ну, خاص دلر خاص صحيح دلك وبرص حين ну вот он князь Бековский, Черкасский ханды, а Сунжинский я как бы Орсхо ханля, таган Ингушетии. أصعد وارسطو نخشبه نحيدون طور كم يتبلغ وارسطو Ингушетии был мокодуз, галгай был Ингуши был. Подожди, и Сунжинский мог бы сказать нохчу и хаян. Хагва уже ген пито та асплю кол холиси меруа. Ачуг маала. Агва ответ цало. وحين خا اشو نохчу хилуи. Нохчу ханы в 34 году ханы. Молдавек в 34 году я вообще, если так. Молдавек, я Вознесенский, да, часть основали в 34 году всего лишь Молдавек. Само основание города 34 году. Да, ну, Акра, Ушвиза, Руслан. Рамзан, хажал сразу хаду тижа харсан цани алара. Мангамбас хатян элантон. Аз хата шхан дуазо нохчу муча качас хан даха я очи терки качас хан так походе бахарыш помидоры жахаш бахабр мотн алу олто муш бахабр шейлат бахабр води кавка тарих значит ди олто так тахан сахихш вот волж ми видит подтвердит так сахихш ди еще я вообще дать как жест доброй воли ют живохас я вас что хриш ничего Ничего, просто тут говорят, что ты сказал, я не знаю. По очереди. Мухаммад, я сейчас отвечал ему на его как бы интерпретацию нашего вот этого диалога, его понимание, как он это воспринял. Он это воспринял, что я тебе задал вопрос, чей пригнан район, как будто бы ты сказал, я не знаю. Разве ты такое говорил? Нет, ты утвердительно сказал, что это был Нохчелят, но так он хериш тут ждая. Шун дит что элерфас, шун херишун дит что элерфас. Ну, хериш тут ждая, доброй воли, да. Он херишун дит что, из-за этого меня назвал лицемером. Он тебе сейчас задает вопрос, те земли, где воевали чеченцы, ничего, принадлежат кабардинцам или карабулакам, орцхойцам, которые отделяют от чеченцев, почему? Сырали Апиев, слышал ты? Он же воевал за имамат, Сырали Апиев, ты слышал? Кто? Сырали Апиев, который Сырали Апиев, юрт был вот в Карабулаке, юрт там был, вообще за Айлаш, как бы зачистили его, казаки, штик Айлаша и Карабулаке. Сырали Апиев, хазави. Вот этот Апиев, должен видео, я ингуш, Аллай бахаш, Аллай, да ингуш бахаш, нохчи, да, как бы он стоит. Это про старого, который того, кстати, говорите, старый запись. Талман Апиев, это внук этого Сырали Апиева. Башла. Это другое. Я тебе, у него то, что он там делит, нас не интересует. Мы сейчас говорим про земли, где чеченцы воевали. Это тебя должно интересовать, потому что через них, Марк, чеченские земли. Это через них только у вас получается, а у нас получается с ними или без них. По-любому у нас получается. И без них тоже, да? Естественно. Ты что думаешь, что только они там удерживают? Думаю. Что ты думаешь? Они что, думаешь, они там кого-то способны были одни удерживать, что ли? Барахо, хозяин. Барахо. Хопаник, عملك حاجة وبرد إشبالك موينات تبقى حالتها تأخذ الأردوع تبقى حالت تقوم حتى أولتها ما حتى أولت يا أخي أحسن أولت سؤال محمد يكون معاه محمد هذيك كومنت وشين حياة ترى حتى أدوتر تنخودرهم حاول وتن أدفكات وات يا говорю диктат, адвокат, это адвокат, официальный хажа, я тебе говорю, ты говоришь, то, что только через низ у нас получается, что эти земли чеченские, я тебе несколько раз говорю, то, что карабулаками не считается орцхо только, карабулак считают чеченцы, которые жили на этих землях, и если тебе нужно подтверждение, то они сами себя называли нухчо.
Если помимо этого там были смесь всяких чеченцев, они жили в определенном районе, а севернее них... Который ты говоришь Что подтверждение? Который ты говоришь подтверждение, что они называли. Но что также говорится, что и ингуши в этих документах говорится, что ингуши там не жили, на Марица. Ингуши себя называли, но что эли лахти документы, штахат, масала есть. Ну и что? Мы же знаем, какие общества. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мы сейчас говорим про эти земли, притязания, что-то эти земли, которые отстаивали карабулаки, что ли? Карабулаки — это маленькое общество, они не могли ничего отстаивать. Муаммад, брат, минута, соборда, шида ханю сейчас, Карабулак, Гуандар, хищки, наступление, отступление, умацаешь. Ну, я там наступать, там хромадези диалога. Шушицу Карабулак, Гуандар, там шбеша ишу. А с Богу, что я унижать бешма, мы же реалисты, правильно? Вот я тебе говорю, Мухаммад, вы реалист. Покажи мне, что Орско, Тигр, Арабиаха и Ингушей туда заселили. Амадик хаттер, да, по-братски, Амадцу, Ошу, Мухаммад, он с Амад. Да, вы изучили. Худуцига, мог что Амад, дик брату, хизма велаш, через чурдать. Ой, и темнеш, хилма хали, جروب شو واتساب شو عمل on suppose تخام مخاي سو حلقة صور دلع الله ديتا خل دلع البانيك سوى خشة الخيط شارخة ريز وشل صور نخشلات دلع حق دلع потому что мне не жалко но зрив корень ол гаск это проблемно отсумни хашча когда увидел общественную организацию целый нохчен жал квеллан целый доклад. Тут дело не в землях. Шуцаны, латку, еще ночь он бин бац. Отличие, например, кабардинче, бина, киечаст, бина. Шуно, наоборот, уступать на ол. Раз шхадяка, надо ляды на ол уступать. Шукумация алот. Даже, скажу больше, ищире он, чучуах ёлш, ингушети, раскшу, халяца, да, елла, и перед он был бечен, сандас олштед да доксон, хадайна они сипцовский махба, ёхал машина, цугайна, там махли луш бориш. Дал бухастам, ширай он, мони келали алохт, аман цик дату яхал олат хадас. Шут хах гаму хилли астха. Я хинца ястха шутана хах гаму. Он даш, дел до қадиз. Просто суал ястха, цахум до. Хинца Ладно, в 810 году нарушите договор из-за шадок аддутвой. Далеко уходить не будем. Джо Горси Аушевси договор подписатель. Перед вам всех табирер. Так шолот вам болберш. Йога даболца бол, хаш приял хоршер особордина. Ах, договор одностороннем порядке аннулировать. По договору, между бусоп шисагу, бусоп шинпачаху, подписатель дом. Договор нарушитель и шире он доля ахкар. Шариата тешен бяхбуй или бац. Сахут просшику хахатар, ну по-братски. Ахадуч без холч, конечно же бы, но я хочу. Ну да, цуюка, цуюка договор дуляч ама. Цуюка договор юка но балац. Мухаммад, эх мялари, перут он булушхан, тикво буку шире он тигичат атигаян. Так, мышь нарушить я хотела. Тхун ху ахет, тхун хет, потому что дикун хет. Шудех доцтер. Нет, тхун дик хет, вай илахта, дик деш мадар гал. Об этом речь уже в 95-м году Ингушетия датигай, или маамдицо хадуала. Да, датию хан, маан дату договор, лахч маду комиссию болга бина юрч распределить еще. Комиссия приоритет, оттиж дорти комиссия приоритет, оттиж дорти. Исконно чеченские земли, тут лахч договор, агнил намат. Да, согласен. Договор адон. Договор адон. Комиссию болба без тулатна, что она исконно чеченских землях. Чеченский анбу. Да, но комиссия دون آمد إستو حاجة تعيدو حاجة موخد لها إشيري نتقى إنجوشي تخليات نو غاسق شباه قلت نوختش كخلو إذ غاسق شعي قنات كذاك شوا خوش بول شريعة إذا بق مدو دو وهي
юридически сторона аддитвой Ахмад. Шахюга такана ширайван халу бош ватси, далу бош ватси. Просто по-братски вы бакот ият, точка цагват бой, бакой, тахан хар бакот ият, хулари, да хар вежер швай лат дитак цар, хар до говординал. Тахан дивитсот страниц, доклад хряцер. Цар тахан ихум диш бюрбече. Мухаммад, сук доклад язя совулуш сани. Возьмел бы канал, совулуш сани дут асук, во-первых. Телхан, Мухаммад Али пластук, Мухаммад Атламадига, Мухаммад Али, вархал, вака, яшпе, долдыш дуй. Просто лахми, Али. Ладушу, брат, ладушу. Телхан, он дутер ди, атор энер дери, نوخش شواش تاني تقل لاحت قيسة داتيار اس دوهن تك حدوش دو معم تمام دو حياة شواش لاحت قوس جت ام بيش خنت خيوخ از يا خن دات شيوخ يا اس فوق ام بلغت خنت شو نتوت момент ты я мамот тому что ахаш мы не воевали против вас за землю, потому что у вас вообще не было на земле, на том месте, где мы воевали. И тиги что ахишет лаха дат خيوخ شن شيء لاحت دولش سن داشت вообще бал булыш дань хаиш. Ну, короче, с дохантик мам хадолыш да. Не, حديث ونوخش نزرع نتك خلبو. Вот да, селхан дент аз قوسش در محمد خدا قيت بوش از ده شو هذا در اتول انا كذا كجي ازي شر انتاني دوش دو حمو فاكت ميز تو راس говорят. Но اتول انا دي داز наныз олар ях дик бог с территории Ингушетии, район Ингушетии, датига, ёлыш, значит, то хадожно мы амфат Ингушетии есть яхады уже. Так в 2005-м нарушили, мышь хатуш, уже хатигам есть. Хажа, из-за временно. Да, временно, я вообще... Комиссия, волба биш. Документы, что они... حاجة لدوها صعب على شو تعمل تنس أحبو قدع لدور دوس ده لاحظ أحمى بو خلشة и договор, значит, он автоматически аннулируется, раз что есть он был белаха шулющу территорию так автоматически ашады. Так что ли? Нет, но ты мы что автоматически я да договор ляхтары аушу туда его дядуш договор ли как бы по сути. Сол халқы дудайуы нис хози испаказуы тар шейли дица дож хамды гала бахш гала вы нохчуы я хан хамды вот договор ляхтар издер фактически гала гуго нохчуы но войны қала вот иқивайты гваты и из границы халычы как бы дикая хэтиш бар то есть из границы ауати густа недовольство юлы я тебе так скажу ночью у агара может оппозицию поднять и голая у агара может какое-то недовольство хаиздейта да асиновский стая серноводский стая использовать острый латыш вопросы политические латыши туган лята южи ситуация да скидывают та документ отхаж да документ хажат гуна я уже оппозиция сослабеков ковар там много моментов было и договор حدش قدلا احمد договор шинсагу дин хилч юхши выгодолч а трактовать шош мадатис политическая ситуация хажина датис ну инс ахма бог даже хилча цуцут ахлат чоло село которые подлежат возвращению Чечни возвращению хундер танк на шая шлахтатик Мухаммад может ну, да, если хорошо, ну, дословно может, да, дословно. Ну, нохчи, юрчи, нохчи, ахли еще, юрчи, аки юрт, вознесен. Спорный юрч отдавай, во-первых, вознесен, аки юрт, галга ват, цугена аш. Чимурга галга бат, ашти галга бат, Нестеровки, подавляющее большинство, цугена нохчи бу, это достоверно. Это Троицкий, Сунджи, Ущам, ладно, цыгам, ногчи гала смешано. Ну, вообще цыга галга бочи. Нестеровский, ногчи подавляющий, буя. Не, хинц бац, амат, хинц бац. Цухана яхал. Да. Аршты референдуме принять участвовал, галга юртижи, именно галга, и кажу, я имею в виду конкретно, бесспорно елжу. Царь референдуме участие принимать, я дочь, аршты принять в референдуме участие. دينا شيء إنغوشيتي خل لوج بولشتن بورهم إيش در Дудаевс разрешит на чеченских территориях разрешить референдум да
Парламентские выборы он разрешал. Или парламентские, да, ну... Парламентский, не хочешь парламентские выборы, это он... Хаджар, извините, осмелдуется к прелюдию. Все, что я сейчас говорю, не для того, чтобы копаться там. Тахана отцалар ситу мер аудол никиет шук тахан игалгалат доти, но каким-то путем в ходе исторических событий тех или иных оqdozan хакачот переселить цадин уахойшаншу в ходе там высыл амхылча ну кида тахан шей махка дуалштол хумбас отсут ивагершу هر بقوي هر بقو هر لاتش موخ كاتش دو اتنزرانير دو دا أبيرش مغول شائر أيقتيش توق أميل تأشيخ كويرواتا أصلير دعا يغتري حيوغ تحا اكتويش باتشو تسقع تحا هوند اسهون بوخان هوند هتحا كنيت اقومنا كنيت خلو ديكنيك خليات هنا كنيت الدنيا كيغلوش بيدعوش كيغلوش تعدوش دول هاي هاي ياقا مدرستك واقع الدنيا دينا قصة مالدا عن حدث نيس مالدا اهدر باش ما ياخذ именно суньез же вопрос я хайнер или чи суньез же вопрос это хаяс он ответить это яхт вол хожгус но важный момент я ютуб а то схонож до доклад и мы что да кинишк эздел диша дахта азвож олшн аз сейгал гашта قناه توصل اولج ده حمد دو اتو علي شوجدر ويا خاص киниш диша да диша но там доклад сахаята ёж момент нагасам опровержение или же дуагаш без называя вещи своими именами отдыхой называя вещи своими именами дуагаш без Аллаху ягаш без из хацдой доклад тачуадан нагасам да уахтиш хули وانا цагалга али шоуш хугат аз доклад ишада цдяхчо срязва потому что дарикаман халкы конгрессу аны как бы акайкин дабыс нагасам уах беш болх ва хатяха первый раздел раздел есть первый раздел 20 лишних страниц разобрать уже да дохтат вот ответ один хуйнёв ответ да дохтат вот там переписки как общение да хан письменно ответ халуш да антон хеж да второй раздел третий разбирать бол хабиш да уах хацдой нагасан то есть хацдой афатон конкретно без да шахтдуали цар бол хаци эти вахт ежу замечания масала дихан ер не стать ер дик что вещь отхайхакал тани на рассмотрение народа Аллах ждет докладыч как представитель этого народа дихан сей фарз хатыч дихан сей обязанность хатыч хану цидич дихан аз хата дизель яны бол хат ицабо бисек гутху шидуаш без ялч из вахтан да это скамел цар из хатси эти дагасан или же حتى بحن حدال دي مديري صار وماتش شوخار صار عندي هم شيء بو حتى بو بيصير نقاسم تشتسدت ازدشو از ابو القواعد دوز دخل قيك دوز دوتش دوج ابرشين يلي قدر دل وش تيجي حدو واحد الله هو ياغش بس نصيحه نصيحه مش تو نشالي سقدي خارف واش خوش دا قوش عدو اتشتم قيلات حجه وتدش دانيس في حجبيس قيك ويشل خارف على قيك ويشل دانيس في حجم بيجي داقس كميسي بوز مناخ غلط يعني خلط قدر الله هو ياغش يا ويد عني سوردو короче ما تيجي ازديد تحقق تقيه جدد خويا خاص از دا ايش دولش ديكدو الحمد لله اسي هون بون يعني تخني بقو تتسوي شو سجا يسجوات دوتش تخن سواش ولا سميلا ولا هون ده خارتون تعول سجا خارتون تعول شيء تنوقعو تخن وينوقع بشت مخربو تخن عجل نزل واخوش غدلي دينا ديريس خول هر لاتنش ايش حقيقتي ديريس خول شو حقيقتي دو ال ونوخ خلاته دو تخن الغلغاشن ايش تخن وشل دينا ال وغوش دين دول وشل غوش ديريس خول يا توچ تخوات باها هر هم تخن سوتر دولش داتسر سر بولن بولغ ست بولن باتسر
ظلم قصر أربع قنق بو سوق ما بار دنيا كيك لوش تعدوش لقو دنيا أنت حقوق شو ما ده لبو السيناريو خلي شو خاخكل كتايو كاسبي حياة شورن مورت حياة الشوش خاخكل وجايو حياة الشوش امشي خير بو عدش قدرة الصبح ده ما خلت الوالد تخنا اتقداسنا شيلو انت قايو على دي كنت خيتر خا طبوم نشكل عينا إنجوش تاعين كبر داعين تحط بوم دشكل عينا أروع سلوا قيتش مويز سبيشك سلوا سبيشك سبراو بورصة وشين شغلك أرمي سلوا قيتش عن سبراو دعوة دوال دي عقيتش سو إيش تقيمو سنان مش حول يرتو سنان قيريل شين باغم يقلتش عندنا أرح تدولش إيه تولش فريم جرادر ويرساس وعنتيش أتمتعها سجما أوسط تقشوا بيدات ستورنا سون خلوا صدق قولي وزن ده لا تقي تسو دعاء الخوات تسو أتشمبون نقاش تنانا يولش إذا كرتيش هذا تو ميخي سجى أدمي ميخي دلش إشار ريسبوبليكا تو إنجليزي تشاقل لعولا عدلش ده يشيتوا مسخلت إشتم ده كده داخل دوسو داير و موالاه محمد يلا أروي شو أروي إيه سو يخاطر خاطر بهم داس سوق اسبوع سؤال محمد أسوق فقد جروبي تاع شو سوق يوجد جروبي تاع أنتو بس تعبد لي يا خميس طبعا هيك شو جو قهيك شو تقول بيجن بتقول محمد ده لا تبولش ده لا ويديك شو ما تعبرت صعبول وين ده وش ديزر داشر لويل короче وين سترينجر потерять вы ير نظراني прописки ау شوي ты уже تيجا شو سو نظراني مواتاس مالقبك بورو تخول شو على صحيح давай محمد سووا شعبيلا يا سووا هو عوز ده نفس الشيء шушен все кузову так мама давахну я тут остаюсь мамадам сейчас высказала вообще нет я же высказал я вообще я-то давно сделал выводы я понимаю то что это бесполезно говорить мудрости призывать я понимаю ты сделал выводы и я тоже сделал выводы я поэтому я сейчас дальше разговариваю Ахмад я поэтому говорю, тебе надо не к ингушам претензии предъявлять, а к твоим историкам. Хорошо, мы уже обсуждаем общеизвестные факты, и ты говоришь, я тебе говорю, ты точно так же обсуждаешь, ставишь под сомнение общеизвестные факты, что мы не то, что там близко родственные. Хорошо, мы с тобой, мы родные братья, мы произошли из одной яйцеклетки. И что из одной яйцеклетки получился ингуш и чеченец. И вот так пошли это два народа. Резвуя? Он худодизвой так. Я же подтвердил твое предположение. Мы один народ. Мы из одной яйцеклетки произошли. Из яйцеклетки были. Мы разделить бабу. Мы настолько перемешаны, мы благодаря Дези. Вейли, что-то нянти, дяти, это не имеет отношения к этому. Да, я договорю. Дай мне договорить, я не могу. Дай мне договорить. На тот момент, когда ты ставишь вот это под сомнение, говоришь, что вот это на чеченские земли, не было такого. Это чеченские земли. А что, какие еще земли? Не астафирилла, алхамдулилля. Если они бы остались людям, которые ставили там фалосы, это было бы астафирилла. Кто ставил фалос? Кто ставил фалос? Не знаю. Кто ставил башню, кто ставил вот эти штучки там, кто ставил, не знаю. Что там не ставили? Кто ставил фалос? Ты по крупному, по этим, это да, судишь. Не знаю. Вот именно в 1920-м первое упоминание идет, и ты это... Нет. Его нет уже. Ас арвакен. Ас оуакару, любойник вакару. Хар эфирио. Хар фал шүйчи, қиолум шүйчи эфирият. Ашиг маситтус элла ғилқи ахил уаз хил эл. تسجي دم داتن هذا سؤال واقع مليون وتسجي غوق دم دات سمعت غلق دات ميت يوم شو شو اللي يوم فال مال دقيقتي صدقي الخير دوتونا والله بالله يتسع ديل عيواش وشو شرس بيت من الفال عيواش وشو وتعلم يا اخي يتمجر ما دو اتس شي غلق لا تدخل شو خز دي تدخل شو
Хитти оборт безвой, цахл безвой историю чтовой, через 5 минут и камень изваяние чтовой. Ола, цасу, но царину, вилках на гермоду вообще. Цо и элла алхопат хватит, хат цурт эвол икн давой шо. Не смея, Бадряс. خذ شو يجري وبقي صدق قيم ده حسن نص يلا وقص. Это как-то некрасиво это все-таки. Wallah, Билат. Если у вас есть вопросы, спрашивают по истории. Я надеюсь, что... Что просто это берется как аксиома. В директе к себе зайти, когда никто не слышит, вы можете говорить, хотите об этом говорите, хотите о деревянных говорите. Я просто мне говорю... без разницы. Ну, Амад, перед Всевышним, гониги, дикниги, хари, ложи бордат. Хари, ложи бордат перед Всевышним Аллахом, когда на что-то нас просил. Тем более... Вот я тебе поэтому и говорю, сумму мелдар язер видаши. Чтобы эти люди поняли, не надо вот эти вещи писать. Когда это берется уже за такую аксиому, за истину. Амад, этот вопрос мне в прямом эфире, когда мне задали, я в то время, и сейчас говорил, не спрашивайте, мне это не интересно. Но стоило мне сказать одно слово про это, пошли, пожаловались Даудову и сказали, что я обвиняю всех ингушей с этим изваянием. Мне это не нужно. А Сьюат Ахабах, как будто в нашей истории, кроме как об этом, говорить не о чем. Ну, вроде бы, я не знаю, как бы... У меня на канале есть ролик, где я по полочкам это разложил, что это... Да, все, скажи ему просто, вот эти ролики, он... Что этот Крупнов и этот Шиллинг, это целенаправленно, а не вот этот... Ладно, оставим. Именно в кокселении, вот Мелбар даже не задумал, именно в кокселении, по зялмах разбирать, зялмах баханти, как бы, цунте этап, вот дятляны, Сибиря, да, бахтанах, Борис, 910 году в Сибирь их отправили, и в 930 году там находят этот Крупнов, это изваяние. Ну, опять 25. Да. Ты можешь закончить вопрос по изваяниям? Меня это вот выводит из себя настолько. Ну вот, тогда не говори вообще об этом. Я разве говорил об этом? Ну оставь, сказали. Мы завершили этот разговор. Все, адетиши. Как будто бы, я не знаю, у нас в истории что ли нет? Кудуц хамду ачхан. Ладно, оставим. Хасан. Я несколько концепций хотел, Ладухачхан вообще эфиревал без Баудварса. Нескольких концепций мы неправильно воспринимаем и уже сами в это поверили. С моим мнением можно соглашаться, можно не соглашаться, просто послушайте и сами себе выводы сделайте. Соглашения между Дудаевым и договора как такового не было. Первое. И оно не могло быть. Республика Ингушетия родилась раньше, чем вообще Аушев пришел и стал временным администрацией, руководителем, его Москва поставила. В принципе, не могло быть. Если был бы договор должен закрепляться парламентом, у нас так устроено в республике, как такового договора не было. Было соглашение, где высказано было намерение, что комиссии должны встретиться и определиться. Поэтому это, что вы как... Асан, ты документ видел? Видел. И что в этом документе написано? Договор не подписан с двух сторон, а соглашение написано. Там подписано, все договора есть подписано. Аудит, Асан. Там есть... Амад, ты этот договор видел? Видел. Подписи видел на нем? Подписи видел. Комиссии, подписи, да. Так. Подожди, договор или соглашение? Договор. Договор или соглашение, Ахмад? Я это точно не могу сказать. Соглашение или договор. Но хорошо, там комиссия... В каком году? Ну, я не знаю, какая разница между договором и соглашением. Я то же самое хотел спросить. Какая разница между договором и соглашением? Объясните.
когда мы по вот этому спорному этому заключили соглашение, его кто утвердил? Когда он в законную силу вступил? После того, как его парламент... Утвердить, я даст, но если мы сейчас будем вот этим говорить, и Норшика обязанность будет он банки, там вот ситуация стояла, именно вот это и не давало, что была такая ситуация, Чечня шла на независимость. Окей, подожди, Аман Сабадел, я понял. Хасан, если не было ни договора, ни соглашения, что расторгли в 2005 году? Ингушетия что расторгла в 2005 году? Ингушетия в 2005, что там расторгло вообще пошло? Это тоже было интересно. Я тоже не понимаю, о чем речь. Не знаешь? В одностороннем порядке расторгнут договор, который был заключен между Дудаевым и Аушевым, потому что он не преследует, не соответствует чаяниям ингушского народа. Есть официальный документ. Можете посмотреть. Когда было? В 2005 году, Лоша. В 2005. Я даже тебе скажу, Сомадел, если я не ошибаюсь, вот ты, в 2003-м Зязиков и Кадыров старший, они же подписывают это. Это не это договор, это не тот. И Ацадуйчик. Они не подписывают. Это протокольная встреча, когда как раз таки там тема была совсем другом. Там Ахмад Хаджи сказал, что спорная территория, а вот эти 7 сел должны тоже проголосовать за референдум. И когда паника поднялась, как они должны проголосовать за референдум в Чечне, когда они уже в составе Ингушетии, а паники Ашхайна встретились, и там была просто встреча двух администрации руководства Чеченской республики и глава в то время президент республики Ингушетии встречается и принимается протокол, печатается при встрече, протокол, ящик. Они обсуждают, что до конца решения вопроса, еще муниципалитетов этого всего нету, в 2003-м Сунжинский район Чеченской республики остается, Асиновка, Серноводская, то, что есть, остается. Распространяется Конституция, да, с Конституцией. Здесь в этом Сободила. В этом доклад Лела Швуё. Вот из доклада Хашел. Там, когда дойдете до периода как раз таки документов, я здесь его видел тоже. Это где-то 50-60 страница должна быть. 90, и шпион тебя там есть, да. Они говорят, мы в 2005 году в одностороннем порядке было расторгнуто соглашение, заключенное по комиссии или Аушу, разницы нет. Сегодня говорят, что поставили, назначили. Асан, ну ты взрослый человек, ты говоришь, назначили в Ингушетию, ты говоришь, назначили в Ингушетию с Москвы Аушева. А когда 250 лет вам назначают, ты что-то удивленно так говоришь, как будто бы вы демократическое государство. И вам, и нам назначают. В чем удивление? Я констатирую факт, что Аушева назначили, не выбрали, назначили в 92 году. До какого года? До какого года он был? До выборов. Не в этом вопрос. Год, скажи, сколько он пробыл? 92-й. В 92 году, можно я отвечу? Поставили, когда Башлам, Асан. В 92 году они подписывают, в 92 ноябре они подписывают соглашение с Мамадаевым, что граница по 1934 году. И там Ельцин говорит, что границу между собой пускай чеченцы, ингуши, это Сасламбеков даже этим апеллирует, есть это статьи в газетах. Чеченцы и ингуши должны между собой. Это было сделано для того, чтобы отвести войска от границы, которые стали по Черноводску. В 92 году, именно ноябрь. Вы уходите на эти... Нет, давайте оставим... Было единственное соглашение. Единственное соглашение было. Асан, ответь мне на вопрос. Оставим Амад, не уводи его в дебри. Он все равно только поймет прямым вопросом. Ответь, сколько на должности президента был Аушев? До какого года? С 92-го летая? До Зядикова, пока Зядиков не пришел. Год можешь мне назвать? Год? 2000-й какой-то. Да, 2001. То есть ты хочешь сказать, 10 лет Республика Ингушетия не знала, что ему назначен официальный президент Ингушетии. Один срок закончился, второй срок почти закончился. Все это время не официальный представитель Москвы был в руководстве Ингушетии? Ответьте, Диас. Где? Его назначили руководителем временной администрации, так. Потом провели выборы,
Потом Так. его народно избрал народ. Ну, он же выбрал его народ. В 92-м марте или феврале? В 93-м марте или Хорошо, если феврале? его выбрали, подожди, все 93-м. его решения автоматически остаются в силе? Его решение в то, что касается его полномочий. Подожди, когда его переизбрали, скажи мне, и когда его переизбрал народ, Обама, второй раз уже, когда Да, его избрал. кто-нибудь, парламент Республики Ингушетия, правительство Республики Ингушетия, президент, говорил ли о том, что мы не согласны с этим договором отменить А не было, митинг? в том-то я и говорю, что не было договора. Почему вы меня не слышите? Договор, соглашение, халита, соглашение даже, халита. А соглашение было о чем? А соглашение было о том, что мы руководствуемся братскими отношениями, поручаем создать комиссию по определению границ. Так, какие По определению границ. Если эти земли, как ты говоришь, были ваши, и эта комиссия была, зачем ее создавать? Не, я сейчас объясню. Эти земли вошли в состав Ингушетии на основании референдума в 3 районах, который проводился в 91 году. На основании Нет, Хасан, нет. Референдум проводился и в Пригну районе. Почему тогда Пригну район не вошел в состав? Этот референдум был нелегитимный. Почему он был нелегитимный, если его все признали легитимным? На основании этого референдума создана Республика Ингушетия. Чем он нелегитимным? Почему он нелегитимным? На основании этого ли создана? На основании этого референдума создана Республика Ингушетия. Посмотри хронологию. И почему основание вообще создания Республики Ингушетия, на основании чего? В законе об образовании Республики Ингушетия от 4 июня 1992 года говорится в целях реализации закона реабилитации в целях реализации закона реабилитации. И там же говорится создать Республику Ингушетия. И вторым пунктом идет, а вопрос Чеченской Республики решить после урегулирования конфликта. И по сути Республику Ингушетия уже образовали 10 октября 1992 года, где Шахрай, выступая на Верховном съезде Российской Федерации, говорит, нету субъекта, нету объекта, с кем вести договор. Если надо с Осетией или с Чечней вести, то надо образовывать и Чечню, и Ингушетию. Я тебе так скажу. Решив вопрос с Чечней в 1992 году, Россия не хотела создавать Ингушетию, она хотела оставить опять Чечено-Ингушетию. Верно. Это мы говорим, другие причины. Я говорю, Республика Ингушетия создана на основании референдума. Посмотри. Референдум проводился и в Грозном, и в Казахстане, и в пригородном районе. Нету ни одного документа, что говорится, что эти территории, потому что вот проводился референдум. Республика создана без границ. Бек-Султан Сайнароев в своей книге пишет, это именно инициатор референдума, который был во главе Народного совета, он пишет, нонсенс, республика создана без границ. Он в своей книге... Это понятно, что республика создана без границ. Это нонсенса было установлено, закон был принят в 93 году, в 92-м, обязывающий парламент определить границы. Нет, обязывающий парламент, это было это важный момент, это очень важный момент. В 92 году Верховный Совет Российской Федерации 24 сентября постановляет запретить парламентские выборы до определения границ. И в течение месяца они должны были определить границы. С кем границы хотели определить? Гадалки не надо ходить. Они не хотели нам определить по Пригну району, они хотели, использовав с чеченской вот эту границу, хотели пойти в Чечню. Зачем это, кто что как использовал, это другие вопросы. Зачем как? Нет, я тебе говорю, в том документе, в котором говорится определить границы, как ты говоришь, в этом же документе нам запрещают образовать парламент, Хажла. Вот тут ты сказал, границу можно было установить, только определив парламент. А вот тут идет уже конкретно противоречие. То есть они нам запрещают парламент и хотят определить границы. А как мы без парламента тогда границы должны были, Хасан, определять? Вот как раз таки Дудаев об этом и говорил. Ассаламу алейкум. Ответить на это. Когда была встреча с Дудаевым, как раз, Ахмад, мы с тобой обсуждали эту тему, помнишь? Он сказал, когда приехала делегация
на территорию Чечни, а та самая делегация, которую якобы, в кавычках, Дудаев испугался и отказался встречу, Дудаев сказал: до тех пор, пока не будет создан официальный орган, парламент Республики Ингушетии, то не с кем вести, не договариваться по вопросам, по границам. И не было никаких возможностей там проводить. Это раз. 14 июня он тогда наложил вето, формулирую это так. В связи с обостряющимся, братский народ, не понимая наши намерения, и до формирования руководящих органов, с кем можно было бы вести диалог, наложить вето на, и думаю, парламент Чеченской Республики Ичкерия меня поймет. Вот такое вето наложить. По договору Алви Энварса Сабардаш Хаджал Хасана, договор Дацербога задуешун. Договор между Чеченской Республикой и Ингушской Республикой о принципах определения границ и территорий. 23 июля 1993 год, и там подпись Дудаева Аушева. О принципах. Нет, о принципах. Вот именно, а потом... Принципы добрососедства и определение комиссии. Суач договор, дадешь, моват язденник, слушай, договор дадешь, Юга и договор подписать, но это принцип соглашению, шоллах, и мациню, и соглашению. Вот об этих принципах потом уже договорились. Сейчас я тебе дату, 29 марта 94-го. То есть спустя год, не год, а где-то Бах Исмухт Бяльчул, повторно уже вот это, когда комиссия должна была работать, и принцип разработан, и тут соглашение о пересмотре, государственной границы. Значит, момент расхождения нас уже была граница, если ее пересматривают юридически, юридическим языком. Он говорит, подпись комиссия Масана Язина о пересмотре государственной границы между Чеченской Республикой Ичкерия и Республикой Ингушетия. А хинц хааласю так. Пересмотр, милох границы, пересмотреть теж. Значит, что хакия чхина хилил границ мою и пересмотреть теж. Одностороннем порядке. Кстати, как раз таки митинги, которые проходили в Назране в 91-92 году, многотысячные митинги, есть видеозаписи, видеоматериал подтверждения, где они призывают и говорят: мы призываем определить границу по 1934 году, и никаких возражений ни со стороны правительства, ни со стороны парламента, ОКЧН, ЧКЧН, МПН, УФХС, КГБ, никаких возражений не было в то время. Нету ни одного документа, который бы имели возражения. Заключая итого соглашение, договор, которые были приняты в 93-94 году, опять же, после убийства Джохара Дудаева в 95 году его не стало, в 2005 году принят был односторонним. Этот документ как раз-таки называется односторонний документ о расторжении, заключения договора, соглашения, называй его как хочешь. Вот этот договор, если он еще на связи, зачитай этот договор. Зачитаю. Так, давай. Давай. Дальше, заголовок. А еще потом идет... В Малгобекском районе, там, то есть возле Сенов, Юрчу пересечь. Потом при определении границы между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией, западная граница Чеченской Республики Ичкерия будет определяться в соответствии с настоящим соглашением по границе 1934 года. И идет подпись: президент Чеченской Республики Ичкерия, президент Республики Ингушетия. Потом идет... Чеченская Республика и Ингушская Республика дали именуемые высокие договаривающие стороны, учитывая важность сохранения и укрепления традиционных уз братства между чеченским и ингушскими народами, сознающими себя единым этносом. Считаю, что территориальное размежевание и установление государственной границы между Чеченской Республикой и Ингушской Республикой возможно только с учетом мнения и желания сторон, и что вмешательство в этот процесс третьей стороны может обострить межнациональные отношения. Осознавая свою... Но это имеется в виду вмешательство Москвы. Да. То есть, осознавая свою ответственность перед народами, высокие договаривающие стороны и перед мировым
мировым сообществом за сохранение гражданского мира и межнационального согласия в Кавказском регионе договорились о ниже следующем. Статья 1. Высокие договаривающие стороны обязуются не проводить территориальное размежевание и не устанавливать государственные границы между Чеченской Республикой и Ингушской Республикой без согласия на это обеих договаривающих сторон, что было вашей стороной нарушено в 2005 году, между прочим. Потом, высокие стороны... Мухаммад, в 2005, 2008, 2009. Да, подряд, каждый раз. Высокие договаривающие стороны обязуются не допускать участия посредничества в переговорах о территориальном размежевании какой-либо третьей стороны. Договор в целом и отдельные пожелания не могут быть отменены. Изменения или дополнения в одностороннем порядке. Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор, не соглашение. Договор вступает в силу с момента его подписания, ратификации. Совершено в городе Грозном 23 июля 1993 года. В 2 экземплярах, каждый на чеченском и ингушском языках. Причем оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. И 2 подписи. Потом идет протокол, там же не просто договор, потом идет протокол, потом идет, что решили. Там идет и прокурор республики, и так далее. И с вашей республики, смотри, там не только Аушев, там присутствует прокурор республики Дубаев, председатель духовенства Сапиев, первый заместитель главы администрации Шунсунжинского района А. Паров, председатель Госкомитета по земельной реформе и землеустройству А. Аушев. Там не просто Дудаев и Аушев, а целые комиссии. Представитель духовенства Апиев, видите, Салман Апиев, да? С. Апиев. Да, С. Апиев. Салман Апиев. Потом идет соглашение, а потом уже Султа. Странно очень, да, Ахмад? Мухаммад Собордила. Этот же Салман Апиев потом буквально через определенное время, кажется, в 94-м или 95-м утверждает, что вот эти спорные территории являются не чеченскими, а только чисто ингушскими. А в этом договоре не написано. А он всегда так говорил. Думаю, нет, там дальше в протоколе, не. Он это не чеченский, что Галай был алцу. Он не говорит, ночью был алцу. И территория использующая Галазу, Лилдер, так дуавой, алцу, 92-м, алцу. Я имею в виду, подожди, если при заключении договора, вот этого договора, там же конкретно указано, что это по спорным территориям Аль-Маду и договор. Договор не был заключен, я еще раз вам напоминаю. Потому что, если он был заключен, он должен ратифицировать парламентом быть. Назовите мне... Аргу ратификацию, если у вас нет парламента. В 93-м как у нас нету парламента? Ратификация, когда... Если есть президент, как у нас нету парламента? Хасан, ратификация вступает... Президент, сразу был парламент. Да, вместе. Да, уже есть парламент. Соборде, он сейчас ног на голову. Соборде, с ног на голову. Не надо ставить. Как могут заключить договор и сразу его ратифицировать, если сначала комиссия должна установить границу? Правильно. Комиссия, потому что не установила. Потому что у нас война началась. Да, я согласен, война началась. Но факт не подписан, он незаконен. Он не вступил в силу. Незаконно то, что вы межевали 2 района. Вот это незаконно. А договор, он законный, и комиссия по закону должна была работать. Подождите, кто юридически понимает? Вот юридически. Давай, Хасан, определим тебе так. Хорошо, Мухаммад, Собордец, минута, дай скажу. Окей, я не хотел вмешаться в это. Давай скажем, Хасан, как есть. Ты прекрасно знаешь, не в обиду, Ахмад Барахоев, не в обиду, сразу вас предупреждаю. Вы четко использовали момент, когда в Чечне началась война, и под этот шумок просто-напросто эти 2 района, поскольку являлись субъектом федерации, вам никто не мешал их сделать ингушскими. Мадардитевой. Если бы в то время не было войны в Чеченской Республике и не было бы осетино-ингушского конфликта, вопрос бы решен был совсем иначе. То, что ты говоришь о ратификации, тебе правильно указывают.
صوبر خارج شو حيجي ну вот раком иштал да харца я говорю как раз таки по его логике камелда шусо. Все так, все, тогда отвечаю. Это не моя логика. Это не моя логика. Сук алдеш, да, Нет, я сразу тебе сказал, что я ему был. Это надо было Я объясняю. Есть документ. Если даже Кайбек Дита не ратифицировал, суть не в этом. Руслан Аушев нелегитимный, он выбранный, Юрцу не имел принять решение отменить Цейна. Хорошо, все это оставим. Но у меня логический вопрос возникает тебе. Что вы делали до 2005 года, а уже в Чечне референдум прошел, Чечня с 2003 года субъект Российской Федерации, до 2005 года чего вы ждали до отмены этого договора в одностороннем порядке? У меня возникает вопрос. Фиг с ним, парламент не принял. Почему до 2005 года вы ждали? Чего ждать? А ты приводишь мне какие-то примеры, когда я не могу уловить мысль твою. Я тебе объясняю элементарные вещи, Хасан. В 2005 году что случилось? Хасан, давай я тебе объясню тебе по-другому. Смотри, есть официальная переписка, где Гагиев пишет о том, что мы с братьями, я как раз таки выложил эту, мы с братьями хорошенько поработали, и памятники культуры были внесены в реестр культурного наследия Республики Ингушетия. Это 2016-2017 год. У меня возникает вопрос. Республика Ингушетия, которая не воевала, которая не вела боевые действия, что вы ждали до 2016 года? Культурное наследие не зафиксировали. Если эти земли горные, которые спорные, в 18-м вернули, что вы ждали до 2016-2017 года, не зафиксировав эти памятники и эти башни? Знаете, что ждали? А ждали элементарно... Это совсем другая тема. Нет, я хочу, Соборде, я объясню, почему я говорю. А ждали того, именно, что они не были в то время, никогда не были в субъекте в субъекте Ингушетии. Это раз. А почему я подвел к этому? Да дело в том, если того договора, который ты говоришь, был неофициальный, нечестный, неправдивый, нелегитимный, не надо было ждать 94-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 9-й, получается, 2000-й, и плюс еще, вы ждали что? 13 лет ждали до того, ждали, пока Чечня будет под колпаком России, только чтобы легче провернуть, во-первых. Ну, так даже в этом случае они опоздали. Ахмад, Сабрдела, мне же вопрос задали. Он ответит, да, это Хасан, дюйцек, хавцу, хажал, або, аушу, ответит, заранее, Hasan, suq deyt waqam var, no hata suq deyt izgidu sayta ham xo'shni xayr. Ne, aqul da o şoğla informatsiya qiza sen. O Ahmad, aqul президент Вацербо, Ассоху Алгар, 23 июля 93 года договор подписатель. А Аушев президент 7 марта 93. Они 94-го, там есть еще 94-го встречались, еще раз подписывали. Да, это уже, да, ну первый бас, первый. Там даже есть, кажется, вот Салман Апивца, первый раз, где я эти подписи увидел, там есть даже комиссия закончила работу, что ли, вот, 23-й, 7-й, он уже является 4 месяца как президентом, так что хашчу мои. Как не спорить? Я не услышал, в 1992 году он не был президентом, в 1993 году он был президентом. В 1992 и не было никаких договоров. Был, Мохаммад. Не, это хал парламентский. Юсуф Сасламбеков, официальный договор. Сасламбеков, издаться, войска, граница, аятта, чхана. Тигич Аушу, Мамадаев первый раз подписать, войска оттянуть, что граница до, опять же, формирования руководящих органов, да, но граница будет по 1934 году. Войска оттянуть, уже Аушу, договор, Тигич. Там было, это перед официальным соглашением еще до 93 года. Вы договор в 93 году, когда был Аушу, президент Варба и Алгашворс, он не знает, походу.
Ахмад, а вы сказали? Я почему не знаю, я это сам сказал им, что в 93-м был. Ты просто в этот момент, когда мы разговаривали, ты, наверное, источник смотрел. Ялар, он только в 93-м году. Ахмад, قال انت Ахмад, hala. Чемпурмут, Аддарас. От тебя хочу пересмотр границы, потому что, опять-таки, что я без односторонне нарушена ситуация, и чтобы Россия не использовала эту тему, потому что, видишь, там записано определение границы, государственной границы между Чеченской Республикой и Российской Федерацией. То есть уже вот это определение границы для России грозило как бы признание фактически вот в каком-то моменте, да, вот там на 100%, на 5-10%, что Чечня вот как суверенно определяет границу российской, то есть там вызвался на МДС. И момент использовать, скидывать еще, да, точно так же, как мы говорим, почему не ратифицировать. Точно так же надо понимать, что вот этот фактор войны висел и тогда. В 92-м царь подписать, по этому же протоколу дальше, ну, соглашение ханяли, или же отменить или же уже население, учитывая демографические факторы, учитывая, вот на основе этого пошла Атор Салман Апиева, демографический фактор, Салман Апиев вот там участвует в комиссии, то есть Шияхар, Тиги Тиги Алуш Воханус, там разговоры, там при встрече с Дудаевым у него есть. Какое горство? Давай. Политобрег, столько же платит, сколько тебе платят в Ингушетии нарнийские упыри. Ну что? Ахмад, есть проблема. Срочно дига, если цувал, то есть срочно дига. Ехал так, или ехал, или суд ехали. Ну да чакуа Уоллерса, Хасан. Дегда воду, вопрос, Вян ехал, я хехтат. Вян Вацер. И вот с 2005-м я слышал, да, именно Ахмад Кадыров, Пача Хаханышхан в Чеченской Республике. Может быть, я точно не могу сказать, но я слышал от одного человека, которому я доверяю, Дудшхан, что он был на это. Короче, там претензии у него могли стать, то есть территория Юти и Жми, вот Дудаева не получилось, вот есть протокол, и по этому протоколу как бы будем дальше идти. Они границу Юти и Жида в 2003-м царя соглашение Тигимади, что дальше будем обсуждать. Как бы. И если же этот Кадыров будет предъявлять на сунджинские претензии, то тут получалось, вот этот протокол уже как бы, там же становится как, приоритетом 34-й год Аль-Малати, то будет идти, ну, и использовать демографический факт. Ну, приоритет Охтиш Халче, и в этом они, наверное, посчитали, что Дудаева, Цханыч без Камял, Дулу Дацвейки, она, Иштяди его, вот изменение Аллаха. Так. Хасан, я опять же прихожу к тому, с чего я начинал. Если у любого юриста просто поинтересуйтесь после эфира, если договор не ратифицирован парламентом, договор считается ничтожным. И поэтому говорить о договоре как о юридическом акте, как о законе, не безграмотно. Хорошо, тогда... То, что Евкуров и Кадыров договорились, это была их договоренность. Если бы парламент не ратифицировали, они считали... Парламент ратифицировал его? Ингушский нет. Дерев ратифицировал? Ингушский тоже ратифицировал? Парламентарии Ингушетии сказали, что он ратифицировал. Ладуа, юрист. Тебя обманули, Хасан. Ратифицировал. Сабардеш, юристика. По крайней мере, депутаты пришли в этот наш ряд. Ну да, это мы знаем уже. Как пришли и на митинг пошли, это мы тоже знаем уже. Сухашуй. Хажа, Хасан. Бог и договор юридически ценить больше. И шире он так, юридически, что в составе вообще незаконно мою.
هون تالشة شو تخوي حقيقة لا سنة دق أشجع دور المدو юридически они так не тут нету Юридически эти два района вошли в состав Ингушетии на основании референдума, проведенного в этих районах. Какой референдум? В составе Ингушетии хила референдум мечахилату территорию штау. В 91 году. Протокол референдума хагайта мечаду. Гнак мадия гушляча. Сол приал шоби оқауатса и то я. Не, сам алицу, сажил да, Хасан. А пригородный район референдум ходи. Да, референдум. Нет, подожди. Ахмад, Хани в Сунжинском и Малгобекском районе был референдум? Пригородном был референдум. Референдум о чем? Референдум о чем? Мухаммад Сабарде, вообще вопрос, модельдиару. В пригородном был, потому что мы считаем, и в пригородном был, и в Грозном был референдум жителей. О чем? Нет, Грозный ЮЦСА, в Казахстане ЮЦСА. О чем был? Был. О чем референдум? О чем? О составе Республики Ингушетия. На этот вопрос, который я тебе задал, был референдум все-таки в Сунжинском и Малгобекском районе или не был? Не был. Примерно в Карбулаке. То, что в Карбулаке не был, Саняндас хадица должен камел. Да, я Саняндас хадица должен. Хотя референдум я что трюк хотишь, да? Трюк из состава Чечни, Айрак, Шоширай, он тут дальше. Чечня хли сейчас референдум. Давай, Чечня. Хорошо, Сабарде Мухаммад ответит, дайте. Саняндас, да, я камел, доксуга. Качтас угсак вашакита референдум, егять ялш. Качтас угсак хава из винер дию, аз вину ян. تون حتى واحد جواش يعني وتحواج وسك بيما قحمتو غت يعني تتيب ديون هيتا я название примерно ханятся референдум. Сам же Богатырев, Тейнерой это описывает, как урны выбрасывались яхаш. Я тебе более того скажу. Посмотри Куштов, Якуб, когда у него запись выложена, там есть вот это его разговор, где он говорит, мы пошли на маленькую хитрость, Алцу, ну, не хитрость, а на это мы создали свой избирком, главный избирком. Понимаешь, как можно проводить, считать легитимным, где создается в обход действующего избиркома, создается свой избирком. Люди, которые вообще избиркому не имеют отношения, то есть Куштов Ахмад, он был и еще с кем-то, они увозят эти листы туда, в Москву. Вот. Более того. Ты говоришь, что не было в Сунжинском районе референдума. В некоторых селах не было, я говорю. Нет, ты говоришь о нарушениях на референдуме. Референдум назначен был. Был назначен Кем референдум? назначен? Райсоветами, да. Депутатами всех уровней. Те, кто нет, на тот момент... не депутатами всех уровней. Нет, депутаты всех уровней провозгласили парламентские выборы. Чтобы эти парламентские выборы не допустить, последний райсовет подписал о референдуме 24 ноября, это именно Малгобекский. Но сам протокол о проведении референдума почему-то оформлен за 16 октября, на месяц назад практически откатили почему-то. А было это сделано потому, что 24-го, если райсовет последний подписал, то и протокол как бы уже все, день, где они должны назначать, он должен был быть не позднее 25-го. 25-го месяц-полтора по закону того времени РСФСР, после оглашения референдума, чтобы население ознакомилось, какие там будут вопросы, месяц-полтора должно быть время, чтобы это население ознакомилось. Соответственно, они попадали уже на месяц декабрь. А 25 декабря были наложены парламентские выборы именно вот этими депутатами всех уровней. Чтобы эти выборы не допустить, чтобы их опередить, поэтому оргкомитет сделали 15 октября, я подчеркиваю, 24 октября есть их статьи, где они выступают за единую Чеченную Ингушетию. Как они могли 15 октября проводить какие-то выборы, референдумы с единой отделением Ингушетии? И 15 октября, 30 ноября они проводят референдум. И тупо Москва, я еще раз подчеркиваю, тупо она берет и просто признает это референдум. Тупо признать дятян баханчи, субашламу торнис, ялар, там с границ признать дятян хатис жмучатвы. Вы что, асхат ичсайвы, которые впоследствии
Из-за этого референдума нас подвело, 92-й год нас подвело, что у нас не было парламента. У нас не было парламента, и потом мы сами сидим, пишем, если у нас были бы властные структуры, было бы что-то по-другому. Но нас именно вот из-за этого референдума нас туда подвели. Из референдума юго ютишь, да, вы. Это как сегодня же повторять про этот 1810 договор, где он повторяет, дешсан хамдакасун из референдума. Да. Ты говоришь о нарушениях на референдуме. Нет, я говорю, что он изначально сделан подложно. Смотри, райсовет, ты ознакомься с документом. Последний райсовет, Малгобекский райсовет, там не депутаты давай, там райсовет. Ты оспорил? Малгобекский райсовет, Сахулыш. Ты или кто-нибудь из наших, из ингушей, кто-нибудь оспорил итоги референдума? Да, оспорили. Привозили комиссию. Эта комиссия сделала заключение, что по сути референдум нелегитимный, но ситуация, которая в наверное, надо будет принять. И она и вот так принимает. Из-за ситуации политической. Это что за комиссия? Мало комиссия. Не сходятся, вызывали комиссию. Я потом могу это в Фейсбуке могу опубликовать. Комиссию от кого? Москвы или откуда? Москвы. Комиссия. Оспаривали. Экажевский райсовет, уйма райсоветов, мы не признаны элите, это все публикуем, уйма райсоветов, там пишут, у нас референдум не проводился, уйма этих материалов. Была фикция. Ну, даже, Хасан, даже и референдум, допустим, давай я соглашусь с твоим утверждением, но так юридически абара, юридически Чечня территория, да, конечно, нохчи коми хаттиш мадуй. Харширай он дайл резду еще да. Ответы Диас. Где? Юрист мой. Ну, это Сан Холштепа, вот что юрист. В 91 году, в конце, в декабре, комиссия в составе 21 человека во главе с Осман Мулой Муцольговым направила делегацию Мехтел и Муфтият Чеченской Республики с предложением, дословно, чтобы в дальнейшем наши потомки не стал вопрос земли из глупасты дедорвой, мы официально протокол видео да, я расскажу. Так лучше давай. Если кто это говорит, что это багдасти, на сегодняшний день живы люди, кто в этом участвовал, есть книги написаны, и есть живые люди. Вот официально позиция Ингушетии, потому что в число этих 21 человек входили муфтият, старшины этих тейпов, Каких тейпов? Ашпоевских. Причем тут Орсхой? А при чем тут Орство? Потому что вопрос... Не, Башлам, там Орство играли роль. Орскую роль играли. Какие? Давайте, я могу ответить. Хорошо, только сразу... Мохаммад, это моя тема. Это моя тема, Мохаммад, это моя тема. Ну, все, дополнен. И вопрос дополнен. Да, из 21 человека было 17 представителей Орства. Милох Орсхой. Ангуштинч или Орсхой Нохчи. Милох Орсхой. Ты бяха нах, которые эти... Давай, если вот так, в таком формате... Вот, допустим, Кориговы, допустим Фаргиевы. Хорошо, это те, кто основал эти села. Хорошо, это потомки тех, кто отказались от Орсхой и стали ингушами. Мадардицевы, которые откололись... Мохаммад Сабарде, ответьте, дайте еще, дело дальше. Вы сейчас уйдете туда, в 1800. Вы в политической теме властью конкретно. Это было не в декабре-октябре, Хасан, 91 года. Это непосредственно было январь месяц 92 года. В январе месяце пришел отказ, а подали в декабре. Нет. Я тебя уверяю, даже есть как бы это 27
27 декабря, что ли, создается вот эта комиссия Бимбулат Богатыревым на съезде Нестеровском, что ли. Там эта комиссия создается по определению границ. Нет, именно в январе месяце. В январе 92 года? Да. В январе 92 года получил ответ этот Гордолоев. Там не было ответа. Там не было такого. Ответ был такого рода. Когда пришли, сказали, что Шарат... Я читал это у Бексолта Сайнароева, я читал это. Когда можно, я отвечу. Сайн Хоуджи материал ответит. Давай. Предысторию я еще раз. Эта тема очень серьезная, мы ее не знаем, и это наше упущение. Нохчи бахтванер хехдиз. Вой вашиш омдидеш хамдир. Они будут нас, вот это непонимание будет. Это уже оскорбление, потому что а там этого не было. Во-первых, нужно понимать, что разговаривать с президентом, я как президент, если ко мне пришел мулла, имам халус, кавар халус, хавичи, я ему сказал бы, хамалу, пачавия, я буду разговаривать с руководящим органом. Наложить я хочу вето и, наложить я вето и, это не говорит об отказе, это говорит о том, что вначале выберите себе руководящий орган, а потом через него я буду разговаривать. Я объясню почему. Таган мелчуадия, муфтият, каварсик, ханвали, договор подписать. Масала придет, Аушу, Зязику, Вивкуру придет и скажет, туда нам надо границу ставить. Он скажет, а я вот месяц назад что с этими. А кто тебе говорил с ними? Они что, легитимны? Их что, народ изгнал? Пуна или общественная организация? И, во-первых, это там муфтията не было. Это общественная организация, ты же государственный, должен был понимать. В декабре месяце Совет старейшин, я хочу заметить, Совет старейшин, это был настолько мощный орган, я тебе могу привести списки имамов стольких сел, имамов и их наибов, туркиш так сказать, которые входили в этот Совет Тейпу, которые в согласии с нисхоевцами провозглашают на 5 января, то есть они вначале, я сказал, на 25 ноября были у них, декабря, на 25 декабря они выборы провозгласили. 30 ноября референдум, Совет Тейпови, нисхои, Барт Болшели. Они 24 ноября, чтобы Сейнароева, почитай там тоже, как Богатырев пошел, там скандал бывает, а уж он там что-то сказал, Хадар, все равно мы проведем референдум, 24 ноября официально образовывается этот орган Совет старейшин, и они, выступая, там говорят, выступая за единую войнавскую республику, они и отменяют как бы референдум, нельзя проводить референдум, провозглашают парламентские выборы, это сближает их с нисхоевцами, но в то же время они запрещают все парламентские партии, как бы, и Нисхо подчиняются им. 25 ноября, что ли, Нисхо делает самороспуск. Дальше уже будет это исполком народных депутатов всех уровней. И после этого, когда референдум все-таки провели, в Москве его уже как бы провозгласили, понимая, что эту тему сейчас центр будет влезать здесь в границу между чеченцами и ингушами, и тем самым нам ослабит решение вопроса по Пригну району, по сути, что и случилось. Эти Совет старейшин и вот этот исполком народных депутатов всех уровней Бартабаха провозглашает на 5 января уже парламентские выборы. Беков Сергей 22 декабря, что ли, Нестеровский созывает съезд депутатов всех уровней, как бы, на котором присутствуют члены вот этого НСИ, Народного совета, Бимбулат Богатырев, они присутствуют, как бы придавая ему легитимность, они могут голосовать против этого, но они придают ему легитимность, где провозглашается Республика Ингушетия в 3 районах, чтобы ты понимал, Хасан, насколько это было для нас кощунственно, можно так сказать. Мы же сегодня говорим, что как там не мыслим, что человек мог сказать, что Пригный район это не Ингушетия, а в тот момент вышли, и люди, вот настолько была проведена диверсия, можно сказать, чтобы нам не дать парламентские выборы провести. Он провозглашает вот этот Республику Ингушетию в 3 районах. На это реагирует Дудаев, потому что у них с нисхоевцем были договоренности как бы какие-то, что вы парламентские выборы не дадите к центру вмешаться, мы между собой определим границы по-братски. Он видит, что ситуация выходит из-под контроля, он начинает реагировать. В этот момент парламент Чеченской Республики вносит уже на первое слушание, вносит законопроект о границе Чеченской Республики, где они вписывают все вот эти села, да, все это села вписывают. 8 января они уже его как бы ратифицируют,
И вот там уже начинается вот это муфтият, табах, и Дудаев их просто-напросто не принимает. Он просто говорит, дуд хамдах царствия. И в этот момент надо заметить. Что договоренность между Нисхоевцами и Дудаевым были нарушены. И в этот момент надо заметить, что Народный совет Ингушетии посылает телеграмму в Москву, это в докладе даже. Он посылает телеграмму в Москву, в докладе, ты можешь оттуда это взять, посмотреть. О введении чрезвычайного положения в Сунчинский район. Ты посмотри, насколько это, опять же, кощунственно. Мы, ингуши... Мы об этом будем всю историю создания Ингушетии рассказывать. Да, это надо, потому что мы ее не знаем. Это надо. Хасан, это надо. Вот отдельную передачу сделаем по нему. Мы один вопрос. О каком шариате может быть речь? Я просто хотел сказать. Вот в конце. Хасан, он тебе объясняет. Хасан, он тебе объясняет, как отжимали 2 района. Он тебе объясняет. Нет, я не говорю, как отжимали. Ну, издука. Да. Валлахи, биллахи, да. Валлахи, биллахи, да. Ногчилатно, что чрезвычайное положение. Раз привести бар, кахуду. Дядя, приди, помоги Бог. Ну, каудуешь. Дядя, приди, помоги, я говорю, ну, отжимали, я говорю. А какая разница, как ты... Мухаммад, хадис. Ввести чрезвычайное положение. О каком шариате может быть речь? Говорят даже, введите чрезвычайное положение. В тот момент, когда у нас в Пригин районе введено положение, и мы все жалуемся, что вот Осетия, Пригин район вводит чрезвычайное положение. Но мы сами же практически получаем то же самое. И в этот момент не исходятся вот с этими совет старейшин. 27 декабря вот этот совет старейшин делает сход в Сурхахи, на котором они посылают письмо о Единой Вайнарской Республике, у которой опубликовано у Дудаева в Вильнюсе. Интервью Житин пошла, можешь поинтересоваться. Да, есть, я видел. Вот там опубликовано именно Цохахан Хамдон. И вот этот Аушев, который один из организаторов, вот этот Сурхахи, который был на встрече Дудаевым и Нисхоевцем, когда были, он там признается, мы поспешили с этим съездом вот Сурхахи. Я о чем говорю? Тем самым они сами вышли из коалиции, и там нужно было, чтобы райсовету, вот этот совет Тейпа, он как бы был давление на райсовету, бахашнат, как бы президент, парламентские выборы, зуми, мучи, парламент, вот эти райсоветы должны были это поддержать. И в этот момент, когда они вышли из этой коалиции, они, парламентские выборы, объявляя Вайнарскую республику. Они даже телеграмму посылали в Москву, именно в этой же статье, это пишется, где про чрезвычайное положение от НСИ, там же пишется, что Совет старейшин, в свою очередь, говорит, никакое чрезвычайное положение не вводите, мы, объявляем Вайнарскую республику чеченцами. Так что ни о каком вызове шариата. Вызов шариата как бы был, попытка была наша выманить. Но это было все... Эдл это использовал, Москва, люди сами не понимая, запустили вот этот процесс именно с провозглашением Республики Ингушетия в 3 районах, именно провозглашением Республики в 3 районах. Запустили этот процесс, чтобы опять-таки сорвать у нас парламентский выбор, который и сорвали. Ладно, чтобы сейчас уже экскурс в эти вопросы, я надеюсь, были сделаны, Хасан. Если даже убрать все эти моменты, которые были и есть, стоит отдать должное. Кто бы что ни говорил, по шариату, решать, дяш, и бог, и хумш, и дюйц, ассундер, шариат, альч бог, и хамил, шарк, и цани, казарят, мали. По шариату, мы можем зайти в 1810 год, и до него принятое решение, уже о нем говорить. Но мы сейчас не об этом, мы не будем возвращаться в такую глубь. Просто-напросто нужно отдать должное. Если бы, мы прекрасно знаем, при создании даже самой республики Ингушетия, если бы это 2 района не включить в состав республики Ингушетия, никакой Ингушетии де юре и де факто не было бы. Ты как юрист это должен знать. Потому что о чем можем мы говорить? Пригородный район, ГТВТ и Очу, один Джайраховский и Назрановский район из 2 районов республики Гайчваро.
Просто-напросто там были братские отношения, там было взаимопонимание. Никто и не рассчитывал на это. Ну, потом, я же разговаривал точно так же, как и с тобой, разговаривал с представителями Ингушетии, и они многие говорят, то, что Ельцин обманул ингушей, и причем не один раз, когда даже проводили вот эту всю ситуацию, им просто обещали, они надеялись, что пригородный район будет восстановлен, если они откажутся там от Чеченской Республики и так далее и тому подобное. Я уж не говорю все вот эти поездки, которые делегации были здесь, чуть ли не каждый второй сегодня, явными героями и чеченофобами в то время приезжали к Дудаеву и пели совсем другую песню. В основном почти все эти одиозные личности. Я фамилии называть не буду, я думаю, Амат прекрасно знает, о ком я говорю. Но вы идущие из-за и Яри Яцари об этом Сунжинском районе и любом Абахе Тягон, ты даже не хочешь признать парламенту принятие. Парламенту принятие Евкуровское соглашение. И парламента принятие соглашение Юкахилас передачу еще не один еще больше, что царь митинги, а лишь душу. Как не приняли? Приняли, конечно, и потом Гагиев Аюб, Аюб Ютин, фамилия, Конституционный суд, не согласился, так уже Конституционный суд Российской Федерации дала царь и постановление отменить на региональную. Это уже совсем другая история. Вопрос не в том, что вот если мы сегодня хотим говорить об этой ситуации, есть прекрасные выступления и Лейлы Арабхановой, и других, что эти земли до советского получилось так. За исторические земли, которые нужно было бороться пригородного района, вместо этого просто-напросто перешли на более северные хулиш и западные хулиш. Западную часть перешли Ингушетии, а пригородный район позабыли. Проводя референдум в Сунжинском районе, зачем, или проводя чрезвычайное положение в Сунжинском районе, упрекать потом этим же правом Осетинскую республику? То же самое, подписанный договор Цундер Маду Болшит, Ядяч, 2009 варианты Осетиасу Чахол. То же самое в 2009 году, когда по Владикавказу было принято, Владикавказ Баса, по Магасу было принято решение. 9-й дуй или 7-й дуй, я могу перепутать. 9-й дуй, Ама? Молодо, да. Ну, то, что Магас дали, Аушев говорил еще, если бы не подписали этот документ, что Магас не дали разрешение строить. В 9-м, да? В 9-м же, кажется, вроде бы, да? Не, это 94-м, что ли, 95-м. Не, Магас строил, какой? Не, при Евкурове Хилчин выступление видите, Амат. При Евкурове, то, что не давали разрешение, он, помнишь, выступал, говорил, если бы... это он выступал, говорил, но это соглашение, которое он подписал в 90 каком-то году, подписал. Да, съезд даются по Евкурову, что съезд даются. Я к чему сейчас это говорю? Смотри, никто после принятия решения, 2019 год качался, никто не обсуждал Малгобекский район. Почему не обсуждал? Если как бы ты ни говорил, что бы сегодня не было, когда ты пришел в 1934 году без этих сел. Даже пускай там по границе жили те же самые Мялхи жили, Уарсква жили, Галга жили, пускай жили. Он такой же, потому что это была общая республика, там жили ближе те, кому было вот выгодно там жить, грубо говоря. Но после произошло разделение, там же говорится обсуждение сега и договор. Если будет принято решение между независимой республикой Ичкерией и субъектом Российской Федерации, границу установить таким образом по 1934 году. Если же Вайца дала, там никто об этих границах говорить не хотел. По 1934-му, Алакса. Приоритет, основа 1934 как бы, от этого сходим Агдез. Это да, в моем понимании, это чтобы надо понимать, вот спорные режим Юцвы, а вот спорные юацеры, что будем с ними делать? Куда они должны? То есть надо, чтобы да, хорошо, я задам один вопрос, Асан. Элементарно, хорошо ты говоришь референдум. Представь себе сегодня, если сегодня селение Псидах проведет референдум и скажет, мы Псидах полностью, вот здесь 99% чеченцы, мы проголосуем, мы территория Чеченской Республики. Так, Худовой? Не только, возле Сеновска, а я примерно привел пример. Худовой так.
Или возьмем, хорошо, или возьмем другой Я пример. на это, у меня есть что на это ответить. А что Смотри, или же, хорошо, оставим Сидах, Сидахом, Адитивой. Возьмем пригородный район. Ахмад, подавляющее большинство пригородного района, кто живет сегодня? Барху. Да. Кто проживает в пригородном районе? Большинство. Херибуй. Хасан, ответь мне на вопрос. Если сегодня там проведут референдум, кому останется пригородный район? Я тоже на это, у меня есть что ответить. Нет, когда моя очередь придет говорить. Я хочу... Когда моя очередь говорить придет, я вот это жду. Я просто задал вопрос. Я вас слушаю. Хасан, я задал вопрос. Если сегодня проголосуют, скажут сделать в пригородном районе и правом берегу города Владикавказ референдум о том, кому вы относитесь, за кого проголосуют пригородный район и правый берег Владикавказа, ответь мне. Если такой референдум создадут, его узаконят, и этот закон пройдет на законных основаниях. Осетия примет. Да, Хасан, да. Осетия примет. Нет, свободи, Савош. Да, по закону это будет осетинское. Я не говорю, что это справедливо, но по закону это будет так. Ну, от этого, Закон есть свобода, закон. от этого эфире шилах хульшту, я шо хульшту. Это будет, ты говоришь, мы путаем два понятия. Законы бывают справедливые и несправедливые. Нас выслали несправедливо, но нас выслали. Хаса, Нас вернули- справедливость, юридически, Закон, да? Справедливость, они не всегда должны... Ладно, Хасан, Хасан, Этот, Сахаи, сказал Хаиса. Я услышал тебя, я понял. Что перебивать следующий. Мне задали вопрос. После этого вы минут 15-20 обсуждали между собой. На вопрос, заданный мной, я ответил. Позиция ингушей на тот момент, Вайкуастучхан, он мне спросил, как должны были мы, если расходиться. Ингуши свою позицию высказали путем делегирования в эту комиссию своих представителей, при том, что в эту комиссию входило большинство потомков тех, чьи села там рассматривались. Если мы говорим, допустим, Фаргиевы, Апиевы, ихний Бахтинах, они входили, там же как был сам механизм. Мы Дудаеву такими вопросами не обращаются. Дудаев исполнительная власть. То, что принято, когда у вас верховное решение принимал, Мехкел, то, что он принят, Дудаев правил был исполнять. Дудаеву такими вопросами не ходят. И для этого есть две стороны. Первая, в Ингушетии не было, президентов не было. Собрались люди, сказали, тогда Муцольгов был председатель шариатского суда Ингушетии. Он возглавил эту комиссию. Комиссия, они сказали чеченской стороне, мы представители, представители Ждутхо. Вот список нашей комиссии. Этот историк, этот такой-то, этот свидетель от такой-то фамилии, этот свидетель от такой-то фамилии. Свидетели, которые свидетельствовали, что мой прадед заложил корень-юрт тогда-то, тогда-то. Мы сегодня живем вот здесь это. Это в каком году он заложил? Это тоже надо уточнить. Не-не-не, он это заложил до 18 века. Да, конечно, мы верим. Все вот эти села, которые мы сейчас оспариваем, Карабулак, эти нюансы пропустить все это есть Дейба, кто Юстыш Айла, Дейба, и есть на сегодняшний день их потомки. Понятно. Согласен? Почему вот все, что ты говоришь, Асан, я согласен. У нас. Просто внеси это к себе. Все остальное оставь. Когда мы поняли, что была комиссия, все это. Скажи мне, в это время, то, что один бубах, один больше, таган хаяца, это митинг ядоч, дахватин, ор андадвой, дуйба ищу, ахдитиндол, камиалади, аша полностью, и ищ дар адуйбе, на видео якн, даязин, ца момент, ты мечай видео. Видео, Йохан, Ахмад тебе подтвердит,
когда был этот, как его, съезд, который во дворе у Абадиева проходил, там выступал Съезд этот... во дворе Абадиева? А что, есть такие съезды во дворе Абадиева, да? Был. В 2018 был, Садалов. В 18-м, понятно, в 18-м это, конечно, будет. Что слышал. Там, по-моему, Богатырев зачитывал, как это было, и о его слова. Что он говорит? Какой Богатырев именно? Имя есть или? Богатырев не Бембулат, там второй есть, мне пожилось. Другой Богатырев он зачитывал, да, там. Да. И к сожалению, 1 минута осталась. Его слова. Дин Ушван, этот Гандалоев, который эти слова передавал, которому дали ответ, и который обратно сказал позицию Муцольгова, который он сказал. Даёл лихо. Даешь 40 секунд, бецаисно. Мы обязательно этот эфир продолжим. Не сегодня, уже там возможно сядь. Мы на среду. Среда. Асан, Ахмад, Шушадер, среда, Аюб Шуаду, потому что у меня Свет бахятите, отключиться, я что, Олар, хватит таймер, не надо мне что-то говорить. Вы просто говорили о другом, и сейчас время закончилось. Давай, салам алейкум, быстро. Продолжим. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masih bisa olol beje.
Всем спокойной ночи.